Раз, два, три. Так. У нас микрофон был все время не выключен. Ну что ж, давайте тогда еще раз проговорю вот все, что было. У нас конференция сейчас, хотя в 00 минут у нас она стартовала, но это значит только одно, что она на самом деле стартует через час. Через час она стартует, и пока она у нас в таком режиме, скажем так, разгона будет проходить, вот и мы тоже с вами немножко поразгоняемся. Еще раз, да, то есть уже со включенным микрофоном проговорю, что у нас будет ключевое, что начнется конференция, она будет 2 дня, сегодня она начинается вот через 56 минут, выступление на главной сцене шефа по маркетингу Пола Дарси. Это, наверное, важное такое
имиджевый посыл. С этого начнется сегодняшняя конференция. Завтра будет еще более интересный человек. Будет главный по продукту, собственно говоря. И вот там будет много, наверное, фишек именно продуктовых. Чтобы правильно понимать, о чем конференция, надо вот здесь, о чем будут выступления эти, я вот кое-что подкорректирую, да. Здесь важный посыл не просто про какие-то отдельные фишки и фичи поговорят и расскажут, анонсируют, а прям про такие, которые позволят отчитаться в дальнейшем перед акционерами. И это значит, что какие-то расширения рынка и прочее, прочее, прочее. Что мы уже понимаем, что мы уже знаем. Значит, первое, что мы знаем, это, конечно же, про языки. И вот сегодня, наверное, Пол Дарси как раз будет рассказывать о том, как Miro стало ближе к пользователю, к разным комьюнити, сколько языков появилось, каких международных. На интерфейсном решении это будут языки. И вот тут интересно, а будет ли дублирование в этих языках каких-то блогов, каких-то других новостей, чейнджлогов и прочего контента, который создает Miro? Это очень интересный вопрос, на самом деле. Ну или просто интерфейсом ограничиться. Еще, как бы здесь важный аспект, да, получается, что точно будет? Будет про репозиторий. Про репозиторий точно будет сказано. То есть это новая функция, новая фишка, которую сегодня уже заприметил я в панели. Хранение кода. Понимает кучу языков, конечно же, про это будет сказано. Что лично я ожидаю, то, что может давно уже стоило вести, но нужно было какое-то событие. Я думаю и ожидаю, что Miro пойдет, скорее всего, на поле фигмы, то есть в зону интерфейсов. Это как бы логичное решение, потому что все уже практически для этого есть, осталось сделать последний шажок и такой с ноги открыть вот этот новый рынок и получить новых подписчиков, пользователей, как обычно. То есть вот планы по развитию продукта, планы по тому, что будет сделано, приготовлено для нас всех вот любименьких, дорогих, вот это вот все будет здесь. Показана часть сегодня в начале конференции и часть завтра в начале конференции. Что можно здесь, собственно говоря, еще понять? Что проверим, что у нас ничего не идет, ничего не стартует, да, собственно говоря. Кроме того, что мы с вами услышим про планы, будут приглашенные спикеры, их будет достаточно много, которые будут делиться своим опытом, проводить воркшопы. И я вот думал, всего час как раз для разгона посмотреть обзор этих ребят, посмотреть ту доску, которую нам подготовили. То есть для каждой конфы Miro готовит какую-то доску, да, то есть специализированную фирменную доску, которую вот держите, используйте. Посмотрим, если останется время на то, что у нас собой представляет доска в этом году, и как бы сравним ее с прошлым годом. Спойлер, в общем-то, это будет выигрыш не в этот 22 год, к сожалению. Еще раз скажу, что конференция проводится на платформе Hopin. Подключение там бесплатно, абсолютно не вопрос. Ну и если вы сюда забрели для того, чтобы изучить у нас, собственно говоря, Miro, ознакомиться с Miro, то у меня для вас замечательнейшее есть предложение, которое будет для вас актуальным. Дело в том, что с 6 декабря стартует последний интенсив Miro лидер. И здесь, собственно говоря, 6 занятий онлайн, которые посвящены полному освоению Miro. То есть прям вот все лайфхаки, все подряд, абсолютно все, что вот можете себе представить, все умещено в один здоровый, клевый интенсив. Если этот формат вам не подходит, если встречаться онлайн вам не камильфо, то есть видеокурс Miro Старт, вы можете взять его в любой момент, начать ним заниматься в любой момент, когда вам удобно, да, то есть и в том темпе, который вам удобен. Ссылка у нас есть в описании под этим видео, под этой трансляцией. Ну и, собственно говоря, в чат тут тоже можно. Чуть позже, наверное, я сброшу, скину, чтобы у вас было понимание. Ну, все провожу я. Да, в общем-то, и этот интенсив уже очень давно себя классно зарекомендовал.
и я вам его тоже рекомендую. Ну что, давайте сейчас, вот пока у нас проверим еще раз, что у нас ничего, активность никакая не стартовала. Так, еще раз тыкаем, что нет. Как видим, 50 минут ожидания. И давайте его попытаемся, будем занимать чем-то занимательным. Предлагаю пробежаться по спикерам, по тем темам, которые есть, для того, чтобы выбрать вот что-то самое интересное. Ну вот, для начала, да, то есть вообще про что план. То есть, конечно же, у нас, если через час стартует Пол Дарси, он займет всего лишь 45 минут, и то это достаточно много и плотно. И потом прям нон-стопом пойдут какие-то события, какие-то пойдут презентации, где-то потом завтра будет больше интерактивов и воркшопов. И вот что из этого выбрать, что из этого выбрал именно я, давайте взглянем. Итак, вот у нас наше замечательнейшее 15 число. Давайте посмотрим по местному времени. Все в 11 часов, конечно же, ничего в параллель не будет. В 11 часов мы увидим как раз первое выступление. Это Пол Дарси и Кэтрин фон Ян, или фон Жан, ну фон Ян, скорее всего. The Human Side of the Way We Work. Отличнейшее какое-то выступление будет, которое вообще презентует, про что будет эта конференция, и, в общем-то, какие-то важные эволюции в поведении, исследования здесь нам покажут ребята. Ну, какое-то яркое открытие. Ладно. И дальше у нас будет, смотрите, в 45 минут получится у нас с вами сразу же несколько сессионных залов. И вот рассмотрим, что у нас будет 45 минут. Какие у нас сессионные залы представляются, что здесь представляется. Первое. Значит, у нас мы видим Дженнифер Кларк. Дженнифер Кларк у нас будет про My Day in Miro. Вот Дженнифер Кларк — это такой вот менеджер из Мира Академии, учебного центра Мира. И вот она прям такой лучи позитива, все сметающее, вот это как здорово, вот Мир, вот это все. Обязательно. Если вы слышали когда-нибудь фразу такую, как там PR-bullshit, да, там PR-bullshit bingo, то вот здесь, можно сказать, такой будет HR-bullshit немножко. Ну, то есть, на самом деле, в хорошем формате, то, что здесь будет у нас рассказ о том, как здорово, просто великолепно работать в Miro. Я не исключаю это. Абсолютно так и есть. Miro — это прекрасная компания, которая очень сильно заботится о своих командах, поэтому здесь это так. Ну вот, если вы собираетесь работать в Miro, то, наверное, вот можно посмотреть на это. Но, опять же, здесь будет все очень вылезано, картинка красивая. Вообще, вот, по идее, это вот про это. Поэтому, скорее, мы пропустим это и посмотрим, что еще здесь есть. Также в параллели у нас будет интересная кейс-стади, да, в формате презентация. How Salesforce Agile Coaches do more with more in Google Meet. Короче говоря, как ребята из Salesforce дружили Miro и Google Meet. Конкретный кейс, который рассказывается всегда довольно-таки интересно. То есть, в общем-то, на практике поставлено, собственно, в первую линейку. Наверное, чем-то оно это заслужило. Поэтому, в общем, надо посмотреть. Наверное. Но если не будет чего-то более конкурентного. В параллель тут же будет выступление Miro for Developers, то есть Miro для разработчиков, как строить и интегрировать приложение в Miro. То есть такая узкоспециализированная штука, которую я, скорее всего, не буду понимать ни черта, к сожалению. И это будет интерактивная сессия. С другой стороны, это будет прям интерактивная сессия, и это цепляет, это интригует, как будет именно вот то, что заявлено здесь, интерактивная сессия. Да, и обращаем внимание, сколько языков здесь будет вот у нас в трансляции различных. Вот, круто. Ну, мы останемся на английском. Уильям Бишоп довольно интересный чувак. Он был в прошлом году тоже, выступал. И довольно, ну, такой приятный, классный абсолютно эксперт. Далее, также в параллель в 11:45 в первом слоте у нас будет от Тимио из Рйан, или Рйан, точно не знаю, Эллиот Райнер будет рассказывать Why your brain loves stories, the science of storytelling. То есть, почему ваш мозг любит истории, наука сторителлинга. Вот что здесь самое интригующее, то что это воркшоп. То есть, по формату это будет воркшоп, а не презентация. Что это достаточно интригует.
почему бы и нет. И также, вот смотрите, с этого момента у нас получится, что стартует так называемая штука Miro Reels, то есть какие-то short form, да, то есть какие-то короткие формы, которые будут у нас прям идти на все протяжении практически конференции. Что это такое? Вообще непонятно, но если где-то мы заглянем и нам станет скучно, я думаю, мы переключимся на Miro Reels, чтобы просто посмотреть, что это за тиктоки такие, как говорится. Так, ну, здесь давайте просмотрим. Ну, из первого слота, вот тут вот, скорее всего, наверное, интригует вот это, про именно воркшоп, про сторителлинг. Ну, если, опять же, там не будет какой-то демонстрации, то нафиг нам это не надо, и можем пойти в другое место, опять же, посмотреть рилсы или пойти к ребятам из Salesforce и послушать их. Я уж точно не помню, что у меня добавлено, но у меня все там добавлено, как говорится, в мой планчик. Дальше. Переходим к следующему, да, у нас пункту блоку. Следующий слот у нас будет, который там второй слот, и несколько здесь будет выступлений в параллель, опять же. Хельветика за NFT. Здесь будет у нас воркшоп. Слово NFT, откровенно говоря, пугает. С тем, что сейчас очень неоднозначные, скажем так, очень неоднозначные вообще внимание к этому, реакции, да и вообще отношения. Отношения неоднозначные к тому, что сейчас происходит вот с NFT. Поэтому, наверное, посмотрим, что еще будет в параллель на втором слоте. Так, на втором слоте вот у нас также будет от Джона Катлера из Amplitude выступление, которое называется Using Miro to Grapple with a Beautiful Mess of Product. Это будет, к сожалению, просто презентация. То есть не как здесь заявлено, там не воркшоп, не что, это просто доклад. Доклад, презентация. Ну, собственно говоря, окей. Наверное, там здесь можем притормозить. Давайте быстренько глянем, не началось ли у нас ничего тут интересного. Нигде. Нет, у нас ничего не началось. Да, продолжаем изучать наш план работы. Довольно любопытно, смущает то, что формат просто доклада. Почему это еще смущает? Потому что по опыту прошлых конференций, в принципе, доклады, они потом выкладываются ребятами из Miro на их канал. И можно их потом посмотреть, можно их потом пересмотреть абсолютно. Давайте дальше посмотрим, что еще у нас есть. И у нас следующим одним из поинтов, да, получается, здесь такое от выступление Maintaining Playfulness and Exploration for Remote Employees. Опять же, доклад. И вот это, наверное, ключевое такое прям сильное отличие у нас между тем, что происходит тем, что происходит в первый и во второй день. Второй день больше интерактива. Прям вот если сейчас дойдем мы до него разборе, мы увидим, как там большое количество интерактива, огромное количество воркшопов, ну, по сравнению с первым днем. И вот, опять же, смущает, что это презентация, доклад. Ну, как доклад, пускай будет. Опять же, доклады, скорее всего, выложат. Потом посмотрим их в записи. Ну, и вот сидеть до поздней ночи не очень хочется, да, для того, чтобы смотреть то, что выложат. Хотелось бы что-то более интерактивного задействовать. И вот как раз тут интерактивная сессия, которая будет Turning Meeting into Experience. Очень интригует что-то от Криса Стоуна. Крис Стоун у нас, видим, что из виртуали Agile. Опять же, что-то Engaging, Playful, Remote. Ну, скорее да, чем нет. Вот прям хочется, наверное, к нему заглянуть на 45 минут. Да, тут, кстати, обращаешь внимание, что где-то слоты вот в параллели идут они по 45 минут, где-то там они могут идти там 30 минут. Но скорее вот это в прошлом году была прям проблемка. Сейчас я вижу, что ее выровняли. Однако, скорее всего, вот будут эти опять такие ощущения немножко торопливости в некоторых слотах, в некоторых выступлениях, особенно ближе к концу. Ну надо, нам пора идти. Еще одна проблема про доклады, что вероятнее всего, вот если по прошлому году сказать, они будут предзаписаны еще ко всему прочему. То есть они не прямо сейчас докладываются, они прям реально предзаписаны. Были половина из них. И вот
просто смотреть в онлайне то, что там люди предзаписали, такое себе удовольствие. Поэтому вот скорее интересуемся интерактивными сессиями. Отлично. Поэтому вот это вот прям галочка такая. Да, хотим посмотреть. А вот что у нас будет следующий, в третьем слоте, вот сразу же, я вам скажу, Джейк Кнеп в прошлом году был очень клевый. Какой-то у него доклад, я точно не помню, как это назывался, но я прям такой, интересный парень. И даже пошел на Мироверс и посмотрел, что он там создавал. И он классные, простые, доступные доски создавал. Мне прям вот понравилось. Он с докладом про фасилитацию. Facilitation can get you a seat at the table. Вот такое клевое название. И, конечно, вот здесь вот скорее... Да, хочется сюда зайти, если бы не формат. Вот здесь формат — это разговор у камина. То есть fireside chat. Вот если есть какой-то неудачный формат с прошлой конференции, который запомнил, так это, наверное, панельная дискуссия. А формата вот именно такого разговора у камина в прошлом году я не припомню, но, опять же, возможно, это будет еще хуже, чем в прошлом году, формат панельной дискуссии, поэтому с осторожностью смотрим, вообще добавляю в календарь, конечно, но с осторожностью, как говорится, будем посмотреть. В параллель пойдет у нас такая штука, как Fostering Engagement with Your Heirs. Heirs — это Employee Resource Groups. Короче, про комьюнити. Как engagement, как вовлекать людей через какие-то комьюнити. Будут ребята, собственно говоря, из Miro рассказывать, да, про вот эти вещи. Наверное, интересно. Вот прям интересует просто, что такое интерактивная сессия. Если под интерактивной сессией имеется в виду, опять же, что это просто типа, давайте почитаем чат, что там спрашивают, давайте поотвечаем на эти вопросы. Ну, это странная будет история. Ну, опять же, будем посмотреть. По форматам тоже разберемся, что ребята из Miro вкладывают в каждый из этих форматов. В параллель с ними же, то есть в этом же третьем слоте, будет Using Tech to Supercharge Your Agile Practice. Используем, да, тех для супер насыщения, супер загрузки, не знаю, ваших agile практиков. И это панельная дискуссия, поэтому вот прям, наверное, мимо. Мы пройдем мимо. Вот классно, здорово, ребят. Но максимально было скучно. Очень много было такого выхолощенного employee bullshit, то есть типа, это да, это нет, это все такое, вот как бы, это вода, это земля, это звезды, вот, супер очевидные какие-то вещи, по крайней мере, все панельные дискуссии прошлого года вот выглядели так, поэтому здесь, несмотря на то, что, может быть, тема забавная и интересная, не хочется вписываться, если есть что-то другое. Также в час у нас, да, еще, то есть тут прям будет плотное насыщение в этом слоте, в третьем. Ностальгия по работе, строим будущее для, с оглядкой на прошлое. Тесс Диксон, яркая женщина, директор по Design Ops. Собственно, не знаю компанию, не знаю Тесс Диксон, но и непонятно до конца, то есть вот этот доклад, да, получается, он доклад, и, в принципе, мы говорим о том, что строим серьезные отношения, что-то находим прошлое. Короче, Miro выгодно на самом деле говорить про то, что у нас такой ремонт, и надо вот сделать ремонт, и будущее это за ремонтом, потому что они на этом живут. Вообще никто их не может подвинуть и оспорить в этом. Это им выгодно и интересно. И здесь у нас также в эту тему какой-то футуризма идет 4 будущего работы for Futures of Work. Опять же доклад, парный доклад, Тиффани Флинн, Дэвид Бертли и, maybe, да, хорошо, 4 будущего работы, что тут у нас, получается, здесь есть в час. Получается, самое интересное у нас либо это Джейк Кнеп, либо, соответственно, интерактивная сессия. Наверное, заглянем на огонек мы, может быть, к интерактивной сессии, потом перескочим к Джейку Кнепу. Благо, у нас платформа это, в принципе, вот позволяет. Зашел в сессии, там 1, 2, 3, 4, 25,
И все будет круто. Все будет круто. Yes, we are recording and videos will be available for replay. Ну, написано, что все будет for replay, но как бы хороший вопрос. Будет ли действительно for replay или нет? Время покажет. Дальше. То есть они обещают, что все записываем, все будет доступно для просмотра. В прошлом году не все были активности доступны потом для просмотра, для прослушивания. И только некоторые из них были залиты на YouTube. Вот такая особенность. Так, что ж у нас происходит? У нас следующий слот с вами начинается 11:30, это 4-й слот. Ну, если не считая там первый у нас общего ввода. И вот в 11:30 у нас с вами будет Гэри Болс, автор книги The Next Rules of Work. Мы его точно пропускаем, потому что он точно будет в записи. Вот он прям 100% будет лежать на Ютубе, а даже если он не будет лежать на Ютубе, можно вбить его в Гугле, найти его сайт, на котором 10 тысяч его интервью, еще чего-то там есть, и он скорее будет репетативно повторять что-то из своей книги, потому что The Great Reset — это уже, скажем так, тезис у него на сайте даже есть, поэтому смотреть здесь отдельно на Miro непонятно для чего. Ну, то есть этот доклад точно можно будет посмотреть потом в записи, и этот доклад точно уже где-то можно найти, может быть, в измененном виде. Дальше возвращается наш ходячая пушка позитива Дженнифер Кларк. Дженнифер Кларк, она будет врываться там, собственно говоря, и вот просто показывать вам, как вот... Смотрите, ребят, за просто 2,5 часа в Miro стало еще лучше. Вот так вот прям еще вам захотелось, наверное, вот сейчас. Если тогда не захотелось, вот сейчас вам захотелось. Вы не видели ее целых 2,5 часа, и давайте, все в Miro. Ладно, на самом деле, ну, вот такие будут, видимо, вставки у нас Дженни Кларк. Единственное, что, возможно, там будет юмор, какой-то легкий формат. Ну, почему бы и нет. Опять же, больше интригует то, что будет Reels. Вот Miro Reels, что там будут показывать? Такой формат короткие, интересные. Посмотрим. Я планирую, не знаю, вообще тут были субтитры, поэтому я планирую включить субтитры. То есть вот они, собственно, здесь есть. Ну, русского мы, как видим, нет. Поэтому субтитры будут английские. Я не могу сказать, что я прям вау, могу вот прям все переводить интерпретером быть, но какие-то пункты, какие-то поинты, да, скорее всего, смогу, да, вас донести. Прежде всего, нас интересует, конечно, нас интересует то, что будет презентоваться в самом начале. А дальше посмотрим. Вот. Ну, давайте посмотрим, что еще день этот грядущий нам готовит. Что же он нам готовит? Слоты, которые вот в 11:30. Если мы вдруг не увлечемся замечательнейшей Дженни Кларк, то мы можем пойти, например, также в 11:30 на такое выступление, точнее, на клуб у камина, который под заголовком Creating Equitable Career Progression for Distributed Teams. Про прогресс карьеры именно для распределенных команд. Очень смущает формат разговора у камина, потому что, ну, вероятнее всего, никаких там визуалов, презентаций, ничего не будет, скорее всего, просто две говорящие головы друг с другом пообсуждают, позадают друг другу заранее заготовленные вопросы, получат на них заранее заготовленные ответы. Вообще просто прелесть, идеально, так мы и хотим. Ну, посмотрим опять же. В любом случае, нас интересует вот эта штука, если она будет работать, это будет здорово. Непонятно, что здесь нужно. Тут, видите, что это такое? Это вот прям пушится в нескольких местах в этой конференции. Cozy Juicy Reel, какая-то интерактивная, опыт интерактивного нетворкинга. На самом деле, в прошлом году сами Miro создавали на самой доске вот опыт интерактивного нетворкинга. Здесь у нас идет, я уже зарегался, на самом деле, на всякий случай, вот у меня все здесь есть. Тут ограничение у нас идет по количеству человек,
Плюс ко всему прочему, там у нас идет предупреждение о том, что вам обязательно потребуется Zoom. И вот тут будет вопрос. Ну, то есть, с одной стороны, прикольно будет переключиться, перескочить на Zoom, с другой стороны, как бы надо посмотреть, будем посмотреть, как бы, насколько это будет удобно и комфортно, и стоит ли игра свеч. Но, с другой стороны, вот это, скорее всего, потом никуда не выложится. И, может быть, это нам интересно. Вот это точно добавлен в календарик. Да, активность на 45 минут, посмотреть очень любопытно. Ну, и, как мы видим, уже там к 2 часам ночи подбираясь, верный подпись, поступью, у нас начинается такая вот штука, вот как раз то, о чем я вам говорил. Здесь у нас, например, идет с час 30 слот до 2:15, а тут в 2 часа, то есть начнется слот немножко раньше. Тут вот накладка этих слотов, ну, такая, может быть, у меня лично вызовет дискомфорт, а может вообще уже в 2 часа ночи захочется прервать великолепную конференцию. В прошлом году как раз где-то на этом этапе я и отключился, потому что там вышла панельная дискуссия, абсолютно безальтернативная, и ты такой, ну, все, пока, ребята, кофе уже не спасло. Здесь панельная дискуссия, которая называется 70-е, у нас получается, которая They want their office model back. Короче говоря, до конца непонятно, то ли это исторический экскурс, то ли, типа, из ряда ребята на дворе вторые 70-е, нам нужно возвращать старые модели. В общем, это будет чистой воды доклад, возможно, достаточно интересный, от Лизет Сазерленд из компании Collaboration Superpowers. И, в общем, можно заглянуть. Название интригующее, но вы сейчас вообще поймете, что будет в 2 часа ночи у нас, и поймете, как это будет интересно выглядеть. Итак, в параллель у нас будет Russell Inequality Needs Action. How can tech help? То есть, вообще этот блок такой про какой-то социум. То есть, не столько даже вот там где-то про мира. Такой, в общем, навалевшая повестка, доклады по этой теме. То есть, окей, вот про какие-то расовые вещи. Замечательно. Идем дальше, и дальше у нас the idea, да, то есть формула inclusion, diversity, equality и access and Miro. То есть, и вот еще у нас и будет и diversity. Здесь в параллель. Вот, как бы такое, знаете, просто у нас покер некоторые складываются. Что вам больше по душе? Что вам нужно больше? Про инклюзию и diversity, либо про какие-то расовые вопросы, либо про 70-е. И чё 70-е здесь вот просто интригует чуть побольше, что ли. То есть в этом плане вот тут и вот тут уже это важные темы, это очень важные темы. И для мира, как для международной глобальной компании, это супер значимые вещи. Абсолютно. Но здесь скорее понятно, о чем будет говорить. Это, во-первых. Во-вторых, 100% в качестве там пиар-поинтов это будет потом выложено точно на YouTube. Это можно будет точно в записи посмотреть. В принципе, все 3 доклада, вот эти вот, я уверен, что будут в записи доступны, и можно будет их посмотреть. Кстати, я думаю, что если будут у нас какие-то записи, которые мы пропустим, мы к ним будем возвращаться, такие отсматривать и такие что-то делать, верстать, давать какой-то фидбэк. То есть, в принципе, что в них пропущено, мы потом можем отдельно отсмотреть в записях. Если они, например, на YouTube не будут выложены, конечно. И в 2:30 ночи мы все берем такие и дружно собираемся на финальном общем стейдже, на общей сцене виртуальной, для ответа на вопрос How organizations are using Miro to create better world. Как же организации используют Miro, чтобы создавать лучший мир. Опять же, это такой клуб у камина, разговор у камина. Формат не до конца понятный, в общем-то, и надо будет думать о том, что стоит сюда идти или нет. А дальше начинается уже второй день, думаю, чтобы просто не затягивать этот разбор, давайте его сейчас трогать, наверное, не будем. Я что-то решил просто подсмотреть сейчас, а что я выбрал-то, Моя адженда здесь почему-то у меня не пошло, что ли? Или пошло? Не до конца понятно.
Угу. Только первое почему-то задобавилось. Ретро. Хорошо. Я посмотрю по календарю. То есть я выбрал про сторителлинг, я вижу, да, собственно говоря, как основную. Если будет там уныло, то мы переключаемся на Miro Reels. Следом доклад про фасилитацию. Следом интерактив от Кози, Джуси и так далее. Потом мы видим небольшой перерыв. Ну и... ну, он не перерыв на самом деле, а там вот как раз мы попробуем идти на 70-е. И в конце собраться на общий у камина формат, да, как организация использует Miro. Если, конечно, выживем. Нас интересует больше там первые 2 часа. Дальше будет как бы по состоянию, по настроению. И ключевое, да, конечно же, по уровню подготовки и докладов. Что у нас тут? Q and answer. Ничего нет. People. Да, у нас уже... Кстати, вот смотрите. Сейчас здесь почти 1200 человек, а это еще не стартовал. Почти 1200 человек. Кстати, вон видим всяких ивентологов уже, там, которые будут в том числе выступать. Вот Эшли у нас. Дженкинс. Эшли Дженкинс. Ой, сейчас мы с ней про нее как раз, по-моему, поговорим. В прошлом году вот эта цифра была в 3 раза меньше. Ну, ладно, не в 3, в 2 раза меньше. Было там сначала 390 человек, я помню, потом 580 человек. Ну, вот где-то в этой колебалось. Сейчас еще не началось даже ничего, а нас уже здесь в чате тусит 1000, почти что 200 человек. Ну, вот она буквально сейчас хоп-хоп-хоп и уже догонит. Вот на это уже главный показатель как раз уровня развития мира. 1200 человек в онлайне за полчаса до начала. Это как минимум в 2 раза больше, чем в прошлом году. Ну, как бы потрясающий результат. В принципе, Miro в этом году показала себя превосходно. Абсолютно превосходно. И ровно там, год назад, чуть больше точнее, в октябре была, когда у нас конференция «Это же Miro», прошлогодняя, там было огромное количество клевых анонсов. Много из этого так и осталось бетой. Давайте называть вещи своими именами. Но то, как вообще, собственно говоря, создан был Smart Meetings как инструмент, это тот, который он дает полет для творчества, фантазии тебе, как фасилитатору событий, просто руководителю, который проводит какие-то митингс, да. Ну, это что-то с чем-то. Это просто потрясающая штука. Безоговорочно. Так, там что-то у нас остается буквально 23 минуты до начала. И вот тут, наверное, давайте поговорим про доску, которую вспомогательную нам подготовили в Miro. Как я уже говорил, для каждой у нас подготовили доску. Ну, давайте зайдем вот сюда. И знаете, вот просто хочется зайти в Miroverse и поискать, а что было в прошлом году? Вот, к сожалению, тут Miro, ну, то есть Distributed 22, то есть если мы его нажимаем, тут вот перечислены доски, я так понимаю, доски кейсов, различные кейсы, которые будут, наверное, показываться. Иначе непонятно, почему они добавлены в эту коллекцию. Distributed, да, 22. Вот, у нас ребята очень классно, интересные, про дизайн. Я думаю, я очень был удивлен, что не Люси Аджалини, ни кого-то другого из Воркшоп Криса не сюда добавили. Почему, для меня остается немножко загадкой, потому что, на мой взгляд, у них абсолютно лучшие доски в этом году. Ни у кого более крутого дизайна даже рядом не валялось. И, возможно, хотелось бы их увидеть, услышать. Там, ну, они, видимо, будут в формате участников где-то. А может быть, где-то мы их пропустили, и нужно будет почитать внимательнее второй день. Там второй день вообще башню сносит. Там отличные будут воркшопы, там потрясающие просто будут интерактивы. Там просто сидишь, думаешь, вот 3 варианта, и ты хочешь на все попробовать. И не просто потом в записи посмотреть, а прям поучаствовать. Там интересное описание. Но, к сожалению, они вот идут все вместе и завтра. Однако
Спасибо, то, что не на 3 дня это растянули, как в прошлом году конференция была 3 дня и так далее. В общем, здесь много-много-много всякого разного интересного. Вот смотрим, да, какие-то вещи. Но доска чисто, которая для конфы, пока что мы видим, что она одна. Может быть, ее добавят. Помните, я говорил Эшли Дженкинс? А почему я ее вспомнил? Да потому что она как раз делала вот эту доску для этой конференции. Но давайте вот просто. Кстати, вот Крис Стоун офигенные доски делает, очень рекомендую посмотреть. Вот Крис Стоун, по-моему, будет выступать. И вот из виртуальной agile кто-то точно будет. И надо сейчас прям, давайте проверим, просто проверим, есть ли у нас Крис, дружище, есть ты тут или нет тебя? Shadows. Крис Стоун. Вот давайте по спикерам пройдемся. Так. Дженни Кларк, конечно, там вот, Бишоп. Вот, Крис Стоун, вот я про него говорил, и он в спикерах, и я к нему хочу. Вот я точно очень хочу к нему, особенно если у него будет что-то вроде формата... Если у него будет как раз формат воркшопа. Ну, я понимаю, как он работает, понимаю, как и что он делает, но у него классные результаты. Да, вот у нас, собственно, идет Turing Meetings, into exercise. Надо добавлять, ребята, все добавляем. Добавляем прям, чтобы не упустить. Это крутая штука. И... Да, сохранить. Отлично. Так. Давайте сейчас маленькую паузу, чтобы сделать напоминалку, что через 20 минут непосредственно у нас начинается трансляция самой конфы, заканчиваем разгон. Может быть, кто-то захочет подключиться. И я покажу вам доску, которую официально подготовили для этой конференции. И, наверное, это будет скорее формат прожарки уж. Извините меня. Ну, это, конечно, очень странное было решение. Много странных решений, точнее, прям вот на одной доске. Но кто я такой, чтобы кого-то там учить делать доски? Ага. Кто я такой? Я лучший эксперт в СНГ. Илья Столяров. Будьте любезны. Так, отлично. Угу. Итак, давайте-ка мы, собственно говоря, старт. Угу. Ну что, давайте посмотрим просто замечательную доску. Такую потрясающую, такую интересную, которую подготовили к этой конференции. Ну, ладно, оставим лучи сарказма для попозже. Давайте прошлый год заценим. Просто интересно мне, он сохранился или нет. Вот у нас есть 2019 года, а вот если прошлого года, самое главное, distributed. Ну-ка, 21. Ох, надо было заранее подготовить. Угу. Distributed. Ой. Это сейчас, конечно, будет невозможно долго искать. Еще и там на... А если 20-21? Ну-ка попробуем так. Угу. 19-й год мы видим. Best of Miroverse. 21 год. Отлично. У нас корректировка камеры. Сейчас сделаем обратно. Оп.
Главное, слышно хорошо. И видно тоже, да? Конечно. Видимо, не найдем мы, к сожалению, вот так вот с лету. Ну, не найдем, так и не найдем. Давайте, собственно, пойдем сюда. Доска вот такая. Давайте удаленно вам покажу ее. Смысл ее заключается в чем? А смысл ее заключается в том, вот как бы автор нее Эшли Дженкинс, то есть вот она, как я уже говорил, она где-то вот здесь, она такая вот видна, мы ее можем найти, вот она, Эшли Дженкинс, да, ивент-менеджер, такая умничка. Честно скажу, доска дерьмо. Ну, вот по-другому я не могу ее сказать. Но давайте разбираться. То есть, что представляет смысл этой доски? Вот, нам предполагают, окей, стартуем здесь. Опять же, эта доска классная. Ну, если ты не пробовал про доски прошлого года, если ты не был на интерактивах, которые тебе предлагали от ребята от Miro в прошлом году, там, в позапрошлом году. И по этим причинам, ну, доска очень так себе, очень невзрачная, если честно. То есть, как бы не уровня конференции Miro абсолютно. У нее такая прикладная штука, и ее задача как раз этой доски быть для вас типа заметчиком. Вот. И давайте посмотрим. Ну, вот у нас стартуй здесь, вот тебе что это такое. Ссылок нет вообще никаких практически. Вот вообще, как потом будут добавлять, наверное, ссылки или что? Говорит, вот сюда вот, пожалуйста, налево пойдешь, цель для обучения и развития найдешь, направо пойдешь, схватишь свой экспириенс от этой конференции, вниз пойдешь, заметки свои найдешь. То есть, давайте так, понимаем с вами следующую вещь, что эта доска, предполагается, что вы ее используете самостоятельно, как люди, которые, ну, как бы для заметок ее как бы используете. Да? То есть у него ключевое вот здесь. Вот эта темная рука нам указывает сюда. Делай сюда заметки. Вот заметки у тебя. Вот. И знаешь, что мы думаем? Мы думаем, что ты побываешь на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слотах. И все. То есть ты побываешь на 7 слотах. Ну, допустим, предположим. А если, как бы, вот, ну, немножко больше там все-таки слотов. Предполагается, там же во второй день много активностей. То есть уже вопрос, что здесь как бы не все слоты учтены. Ну ладно, допустим, хорошо. Здесь мы делаем заметки. Как бы здесь мы ставим себе цели. Давай, сформулируй себе цели. Цель, что ты хочешь получить, экшн-планы, какое-то влияние от этого. Так, ладно, допустим. Сделали сами, хорошо. Что здесь у нас? Фотогалерея. Ага. Сделай вот твои ивент, фотки, и потом галерея сюда. Слушайте, ну, то есть, во-первых, это, ну, как бы доска такая, типа, вот мы сразу же ориентированы на мастодонтиков Miro, да, вот, собственно, говорит, сделай скриншот, положи сюда. Сделай скриншот, положи сюда. Почему бы и нет? Идея хорошая. Чего мне не нравится? Мне не нравится, что здесь никаких нет ссылок. Вообще. Ну, вот LinkedIn какая-то ссылка еще, да, то есть у нас здесь Facebook, Twitter, прикольно. Ну, нет ссылок. Ладно, а что здесь такое? А здесь, говорит, вот это вот тебе для декораций. Возьми вот этот набор элементов, который, ну, просто такой случайно наборный, и сделай свою приватную какую-то доску. Офигенная, клевая штука, сотвори себе сам. Сейчас я покажу, где все это будет ломаться. Вот, на самом деле неплохо, ну, неплохо. Только проблема вот в чем. В прошлом году были пространства для совместного такого прям интерактива, работы и прочее. Они были доступны сразу же, они разогревали очень сильно, хорошо работали. Здесь этого нет вообще. Ладно. Как бы через 10 минут, кстати, у нас уже начало. Через 12. Но чтобы вот это все сделать, я должен сделать дубликат. И когда я сделаю дубликат, у меня получится такая история, ребят, что никаких ссылок у меня больше не будет. У меня не будет ссылок на доски вот этих вот докладчиков, на их там, презентации и прочее. То есть я их должен добавлять теперь ручками и вручную. Это не очень удобно. То есть мне нужно это делать все-таки по ходу или не по ходу.
Короче, и реально, с моей точки зрения, Эшли немножко не почувствовала, как этим пользуется конечный пользователь будет. Вроде есть концепт, есть красавишность, но, в общем, вот этого нет. Плюс ко всему прочему, это невероятно круто работало в прошлом году, когда из там 580, потом 600 человек, вот ты заходишь и видишь, что вот здесь, на этой доске, вместе с тобой сейчас 200-300 человек что-то делают, что-то пишут, какое-то создают элементы, эффекты, стикеры подписывают. Это было круто! Вот ощущение причастности, что ты не один такой в мире, творец на Miro, миротворец. Нет. Здесь этого сейчас должен сотворить себе сам. И вот теперь будем раздалбывать эту доску по полной. Давайте вот как бы в формате... давайте починю. Для этого сделаю дубликат. Вот здесь доски. Она у нас дублируется достаточно легко, я надеюсь. Duplicating. Ну и... Или не хочет она дублицироваться. Ну, как бы даже и не хочет. Отлично. Сделает или нет, как думаете? Давайте для удобства, может быть, сделаем так. Вдруг она уже сдублировалась, да мы не заметили. Пока у меня прогружается, я покажу. Итак, замечательная штука, идея такая. Вот сюда перетащи, пожалуйста, там, участника там, с дискуссии, которую ты хочешь пойти. И дальше вот давайте поймем, где у нас как раз ломается дизайн. И то, чего нельзя делать, и, пожалуйста, так никогда не делайте. Хотя вот на прошлом, в 19 году, 20 году, 21 году было доказано, что отлично, Miro для онлайн-конференций просто идеально подходит. Вы можете это делать. Какое-то пространство, куда направлять людей, компилировать. Вообще идеально. Все круто, все замечательно. Нет, конечно, нет. Вот, собственно говоря, мы сделали. Теперь смотрите. Он говорит, вот тот, кто тебе понравился, возьми и перетащи его. Замечательно. Давайте, вот я хочу взять вот эту штуку и перетащить ее. Карточку. Классно. Вот, я взял. Я ее тащу. Тащу. То есть дальше. Мне нужно перетащить косяк. Мне нужно ее перетаскивать, вот видите, через эту зону, через эти поля. Про цели и прочее. Это не нужно, это неудобно. Если вот мне нужно сюда перетащить. Я перетащил. Но намного было бы более эффективно, если бы мы сдвинули вот эту зону вот сюда. Вот сразу же мы сдвинули вот эту зону, поменяли learning goals, например, и notes местами. Ничего бы от этого не пострадало, абсолютно. Но было более комфортно пользователю делать перемещение. Хорошо. Но не это самое интересное. Теперь давайте так. Вот у нас день первый. И что у нас сделала Эшли? Эшли, умничка, золотце, просто взяла и такая, я вот всех красиво так вот сделала. Очень красиво, молодец. Единственное, наверное, что можно было сказать, то, что, ребят, вот вы сами в Miro сделали вот какую штуку. Вы сделали в этом году обрезку по кругу. Ну, то есть кружочков не было. Почему не сделать здесь кружочки? Вот просто мы берем и делаем у нашей Дженни circle, да, собственно говоря, вот такой вот кружок, обрезку кружком, и вместо квадратных, скучных вот таких вот штучек, вот такие вот кружковые получаются. Вот Эллиот Рейнер, например, мы берем Эллиота Рейнера и обрезаем его тоже кружком. И прям классно сразу же, вот прям что-то здоровские тоже, повеселее становится. Так, чем эти квадратики. Ну, может быть, Эшли просто не знала, что можно кружком обрезать. Она же всего лишь дизайнер. Ну, а теперь самое главное. Смотрите, ребят. У нас идут мероприятия по слотам. Вот смотрите, 8.45, 8.45, 8.45, 8.45. Ну, хорошо, замечательно. Вот они у нас идут в одну линию. Как бы слоты, замечательно. Очень удобно, что она подписала воркшопы, интерактивы, презентации. Все это отдельно. Красиво сделано. Замечательно. Потом, ну вот я выбираю, например, выбрал здесь. Давайте, чем черт не шутит. К Дженни нашей пойдем, к Дженни. Ходячий позитив. Вот. Почему бы и нет? Зачем вот эта зона пустая, мне не ясно. Ну, допустим. Так художник видит. Теперь посмотрим, что еще видит художник. Художник видит вот следующую историю. Слот 9.15, 9.15, 9.15. А следующий 9.15 слот вот здесь. 9.15. Один, отдельно. Эшли, зачем? Why? Pourquoi? Почему?
For what? Вообще не составило бы труда просто реально сделать разделение по слотам. Вот так вот у нас, например, пускай будет слот «Все ребята в одном месте», вот выбирай любого себе по вкусу из этих 4. И этих можно было бы тоже немножко отделить. Да, выровнять. Вот, пожалуйста. Красотаж. Красотаж. И доскою сразу легче пользоваться. Честно скажу, с точки зрения вот именно досок, которые готовятся у нас к Miro конференциям, это худшая доска за все время существования Miro конференции. То есть вот сейчас я ее сдублировал, а это значит, что я сейчас могу ее там как раз с ней быть интерактивным, могу какие-то вещи делать, но я больше не получу. Ну, то есть, а что мне нужно? Еще раз ее дублировать для того, чтобы ссылки здесь закрепились на... Ну, вот здесь у нас есть session board. Это не кликабельная ссылка, здесь нет ничего за ней. То есть я сам сюда должен разместить. Я правильно понимаю, Эшли? Это очень интересное решение, потому что оно противоречит первому правилу, которому я обучаю. Первое правило, которому я обучаю, звучит очень просто. Ребята, если нужно, важно что-то создать, мы обязательно это с вами создаем заранее для участников, чтобы им было комфортненько. И это круто, что мы здесь создали вот это вот поле с разными клевыми объектами, как на столе. Ну вот тут дальше вопрос, ребята, но мы же с вами не на столе. Получается, это же не стол. Ну, во-первых, это как доски, вообще это как стены. Ну хорошо, если это стол, то почему бы просто не сделать подложку стола, просто какую-то большую красивую подложку, и тогда бы все тоже преобразилось. Не хочется и не будем, да, хорошо. То есть вот здесь то же самое. У нас идет 10.00, слот 10.00, 10.00, 10.00, потом идет вот слот 10.30, 10.30, и половина этих 10.30 слотов внизу. Да почему их просто не поставить вместе, рядом, чтобы пользователю было проще вот сориентироваться и выбрать из них. И это странное решение. Очень странное решение. Панельную дискуссию, например, мы отделяем отдельно. Вот у нас слот 11.00, который идет. Ну, это время CIT, 11.00 по сути Америки, там 20.00 CET, да, центральноевропейское время. То есть вот, мы немножко сделали структуру другую, стало легче жить. Вижу, что у нас через несколько минут начнется сама конфа. Проверим. Может, уже началась, да мы все пропустили. 3 минуты 2 секунды. 3 минуты 2 секунды. Вот у нас Эшли. Эшли, прости меня, пожалуйста, если слишком сильно, так вот я тебя разобрал, твою доску. Но в целом, вот как вам такой формат разбора досок, может быть, вообще нравится? Может, такое вообще взять за правило? Я что-то прям взбодрился. Абсолютно. Окей. Ну что ж, 2 минуты 30 секунд до старта. Я так волнуюсь. Даже ручки начали потеть. Окей. Так. Успеем вставить личный рекламный блок. Напоминаем. Интенсив Miro лидер у нас последний состоится 6 декабря. 6 онлайн мощных занятий, на которых мы учимся создавать вот такие же крутые доски, как вот делает Эшли, и даже лучше. Как вы видели, даже доску Эшли можно улучшить намного сильнее. И делать круче. Итак, 6 декабря 6 занятий. Если формат вам ближе через видеокурсы, прямо сейчас можно зайти на сайт миротворцы.ру и оставить заявку на просто видеокурс, заниматься в том темпе, который тебе нужен, комфортен, получать удовольствие, расти как суперэксперт мира и утереть нос там даже нашей дорогой подруге Эшли. А может быть мы возьмем, дорастем и самому мистеру Стоуну тоже утрем его милый нос.
Отлично. 1 минута 5 секунд до выступления на главной сцене. Join now. Join now. Все, заходим, ребята. Сейчас... To connect, to think, to belong, to build something new. A new idea, a new way of working, with new tools, new friends, new possibilities. We are no longer defined by where we are, but what we do together. It's not about where we spend our time, but what we give our time to. Give 2 days to us, and we promise to give you a new way of seeing the world. Welcome to Make Space for Human. Отлично. Good morning. Привет, good Пол. afternoon, Привет. good evening. It is my great pleasure to welcome you to the first day of Miro Distributed. I'm joining you today live from Austin, Texas, one of Miro's many hubs around the world. My name is Paul Darsi. I joined Miro just over 2 years ago as the company's Chief Marketing Officer. When I started at Miro in September of 2020, it was early in the pandemic. While I started collaborating with other Mironeers immediately, it was almost a year until I met my first coworker in person. Попробуем на весь экран, посмотрим. The experience of these last 2 years of work, probably for all of us, has included deep highs and lows and an unusual warping of time where it often feels like the months are flying by and simultaneously endless. We've all changed in our own ways during the pandemic. While I did not get a pandemic pet like many people that I know, I did enthusiastically embrace houseplants. I started swimming for exercise, and I found myself side by side with my kids on so many more days when I was working and they were in school at home. During this time, everything about Miro has changed as well. We've grown from 7 million users to more than 45 million users. Today, we have more than 1,800 employees around the world, innovating and serving our incredible community of users and clients. All of this personal and work growth has taken place within the context of a changing world. The world around us is starting to resemble the reality that we once knew. For example, we regularly see each other in person. Так, пока зависло. В общем, понятно, что на весь экран, если смотрим, Routines feel familiar. We wear masks less often, and my houseplants now suffer from a dangerous lack of attention. Despite the semblance of similarity between today and our pre-pandemic past, there's no doubt that our world and feelings about it have evolved. The way we work has likewise undergone an incredible transformation. It's the combination of these two things, work and our feelings about it, that we'll be exploring together today in this session, the human side of the ways we work. To start, the experience and context of post-pandemic work is fundamentally different than what came before. When we look back to right before the pandemic, our research shows that the vast majority of knowledge workers, 72% of us, went to the office every single day. At that time, remote work was rare, with just 6% of us working fully remote and 22% working from home some of the time. Вот этим цифрам можно доверять. The word hybrid, which we now use to describe this mix of in-office and remote work, was barely in our work vocabulary 3 years ago. Today, the distribution of knowledge workers across these three environments looks quite different. Unsurprisingly, those who work remotely make up a much larger proportion of the workforce, approximately 1/3, than they did prior to the pandemic. With more people than ever working remotely, the experience of work has changed forever. There are fewer of us in conference rooms, and we spend more time as tiny faces in squares of virtual boxes than we ever thought possible. Here at Miro, we've always been interested in where people are choosing to work and how they are getting work done.
And given the transformation that we are all living through, we were eager to research this more deeply. So we spent a few weeks between August and September of this year surveying more than 2,000 knowledge workers in order to more fully understand how their behavior, expectations, and priorities regarding work have evolved. Whether we work mostly alone or mostly with other people, knowledge work is about relationships. The structure of our days, the meaning in what we do, the joy and frustration of work, it's all intricately interconnected in this complex web of relationships. What Miro's research shows is that we can think about work as the intersection of three distinct levels of connection. Ну давай The first is our анонсы. relationship Пол, with work itself, the мы where ждем. of work. The second is our relationship to the people with whom we work, the us of work. Мгм. And the final dimension is our relationship with ourselves as workers, what we call the me of work. By investigating the intersection of these three levels of connection, we can better understand work on a deeply human level and how to keep the meaning of work in mind as we build the future of work together. So let's dive into that first level of connection, our relationship with work itself. This starts with a few questions. Куда мы отправляемся? How have the ways we Наши work отношения с evolved? работой. Where Отлично. are we В общем, getting work done these такой days? лейтмотив, видимо, сегодня And будет у perhaps, нас. Это most как раз наши importantly, отношения how с do we feel работой. about all of the changes that we are experiencing? Как мы чувствуем Prior to изменения. fielding Хорошо. this research, our team had a number of hypotheses about the insights it would unearth. As with almost any study, some of our predictions were validated, while others were completely overturned. So that you have the opportunity to share in this experience, you'll see a handful of questions throughout this session asking you to predict Давайте, what our что survey у нас тут? respondents Давай. shared with us. And this Knowledge workers say brings their us ideal to our work first question unit for is you. fully 100% You are going to vote right in your hop-in screen. True. Ну, он учит нас, обучает сейчас опросу Пола. Но, как мы видим, как и в прошлом году, если ты переходишь в опрос, то у тебя к чертям подвисает видос. Ну, почему бы и нет? Как бы, отлично. Можно как-то вернуть мне, пожалуйста, обратно, чтобы видео у меня пошло лайфом? Нет? Давайте попробуем еще раз. Обнови. А между тем уже почти 1800 у нас людей находится там, непосредственно на платформе, которую Miro использует для своей конференции. И 3 добрых зрителя. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. Напишите в чат, как вы рады, что Miro продолжает развиваться. Давай. 12% wanting to be fully in the office for a total of 68%. So Ребят, почему those не of делать you who просто на guessed false Ютубе? guessed Почему very не well. сделать просто на The Ютубе? remaining 1/3 of workers prefer to be fully remote. Now, this surprised us. We were fascinated to see that it was important for the vast majority of knowledge workers to spend time in a physical 1/3 office людей у environment. нас... One of our hybrid Окей, survey 1/3 respondents человек, explained their получается, perspective, в saying, офисе проводит, и все у нас уходит в I believe гибрид. that hybrid is the best of both worlds. It allows some separation between work and home life, enables coworkers Ну и to see такой each other and вывод, interact in что person, гибридная работа у нас and это breaks up the лучший выбор monotony между of домашней constant и virtual офисной работой. meetings. We posed some of these same questions to the Miro community, and one of our Miro heroes, Annie McLeod, added, for growing companies, hybrid is ideal to balance a space to do work while bringing connection through shared spaces and interactions. And yet, knowledge workers' actions may tell a different Короче, вот все это story. пятиминутное Once we можно had the data, привести we к were тому, что curious to look нет closely ничего at the более прекрасного, respondents чем гибрид. of the Гибридная работа, 700 когда knowledge вы workers на who've одну been треть with в their офисе, current на одну employer треть, for 2 соответственно, years or less. не в офисе. So this group for дома. us is really interesting because they changed jobs during the pandemic. And theoretically, they had the chance to choose employment while considering the working environment that best fits their preferences. So what did they Пока pick? ничего не понятно, но очень It интересно, turns к out чему that ты ведешь. most are either in office, 42% of people who joined a new job in the last 2 years, or remote, 37%. And that a much smaller number
roughly 1 in 5, or 21%, are working in hybrid environments. So значительно меньше у нас процент работает в гибриде, до 21% сейчас из опрошенных. Possibility is that perhaps they didn't have the luxury to choose their next employer based on work environment. In this case, the data ремоут, получается, чистый ремоут 37%, 42% в офисе, 21% у нас на гибриде. But the third possibility, the one that is most interesting, is that work environment did factor into their decision, and that they were aware of their new employer's policy, and they chose a company that offers a fully remote or fully in-office option anyway. So here's what I'm very curious about. Why would people who say their ideal environment is hybrid not specifically pursue a company with a hybrid work policy? Well, it's a mystery. It could be because hybrid is still, in most organizations, a work in progress, and either unattractive or risky as workers choose their new work paradigm. As management professors Marion Lewis and Wendy Smith recently wrote in Fast Company, так, я начинаю чувствовать, к чему будет сегодняшний день в целом. То есть мы будем говорить о том, что прекрасен у нас гибрид, разделять время между двумя локациями, офисом и домом. One of the really big work changes of the last 2 years is this explosion of virtual meetings and communications. Well, some of this was by necessity. Research from Gartner shows that 83% of HR leaders actively encourage teams to increase the number of meetings and virtual interactions to keep connected during the pandemic. In their words, the result of this practice of virtualizing office-centric design has exacerbated fatigue levels for employees. If there's one thing we all know, it's that the endless stream of video meetings can be completely exhausting. Now, our research bears this out as well. Over half of our survey respondents identified communication in its many varied forms, in-person and virtual meetings, as well as email and instant messaging, to be the most draining part of their typical workday. Now, this is a change. Before the pandemic, the biggest strain on knowledge worker energy was, not surprisingly, commuting. That time we spend in cars, trains, buses, bikes, or walking to get to and from work each day. So here is an amazing fact about the world today. Even workers who go to the office every day. До пандемии нас было важно комьюнити, то есть объединение по сообществам, увлечением там тачки. Find virtual meetings more draining than they find commuting. And for those of us who no longer commute every day, it seems that most of the time that has been regained from less frequent commutes has been completely lost in the form of greatly increased collaborative screen time. Well, leaders have tried to recreate the serendipity of water cooler moments with virtual meetings. Employees have found their own way to stay connected. Я, если честно, даже не знаю, как переключиться на какие-то другие субтитры. Ну-ка, кстати, скорость можно увеличить. Не будем трогать это все. Почему не на YouTube? Мира, черт тебя побери, почему не на YouTube? Скажи мне. Обновим. Ну, в общем, смотрите, пока что то, что сказал у нас Пол, Дарси, очень такое сравнительная характеристика между там до пандемии, сейчас пандемии, что изменилось, и вариант того, что надо идти к тому, что у нас гибрид. Еще говорят о том, что у нас все перегружено все. And I know a lot of us feel that that is worsening. Есть цифры, которые можно брать, на самом деле, потому что цифры очень релевантны. Ребята действительно опрашивали компании большие. Потом, наверное, будет отдельно вырежу это все и отсюда и в какой-то текстовый формат сделаю. So here we're going to focus on our relationship with each other at work. In the first section, we saw that today's working models are a work in progress and far from ideal.
наши In отношения the second с каждым. section, I'm pleased to share that there is good news when it comes to the evolution of the relationships between knowledge workers. Так, отличная новость для In our эволюции survey, отношений 40% of между respondents said that they знаниями are unlikely to работников. leave their job in the next year. For this group, 40% the number респондентов one ответили. reason for staying is feeling Главная причина оставаться... feeling, пожалуйста, не сейчас. Не зависай. connected to and not wanting to leave their team. It's not pay, it's not flexibility, it's not opportunity, although Это, короче those говоря, are all important. не It's гибкость, the не оплата. relationship with the people that they work with. 41% говорят, что вот As one remote отношения worker людей друг с explained, другом the и к people I работе. work with are the key to making a good place to work. And this is something that I feel too. In my job at Miro, I am strongly connected to the people that I work with. My work relationships are To make it rewarding a good place and to can bring work. a lot of joy. When we looked at the research results by Очень боюсь generation, нажимать, we что все saw зависнет. something particularly interesting. It became clear that one particular cohort has been able to build strong webs of connections Ну, давайте попробуем despite ответить на the этот distributed вопрос. circumstances of recent years. Now, you've probably guessed it's time for you all to make another prediction. Так, попробуем отгадать. Simply hover over the hop-in notification and click Vote Now to weigh on this question. So here it is. Which generation of workers surveyed was most likely to report that their workplace relationships are Так, better какое же now поколение than they рабочих у were нас before the pandemic? было более счастливо от этого перехода Could it be baby boomers because they have the most workplace к experience? пандемии? Бумеры, Or maybe it's millennials or Gen X, who are Миллениалы. mid-career and have Давайте. the chance to shape their environment. Кто? Ну, конечно же, миллениалы. Кто же еще? Как же не мы? Ну, давай, не томи, дружок, отвечай. Отвечай как есть. Кто? Кто, если не мы? Ты завис. Какая великолепная площадка. Почему не YouTube? Почему не YouTube? Нет, я не случайно. Вот Хоппин, он в прошлом году вис, и в этом году он виснет. Ну, то есть они висли в прошлом году на там, 600, а в этом они на косарь 800 виснут. Ну, 2000 там уже практически, да. Что тут скажешь? Отличный выбор площадки. Отличный. Супер. Are better now Короче, than before the pandemic. About a quarter of you said that that was the case. In fact, half or nearly half of the Gen Z workers surveyed say they have stronger ties to company leaders and their direct managers today than before the pandemic. Our belief here is that although workers from this generation have the least work experience, they are as digital. Ага. Нет, я больше не буду отвечать на твои опросы. Извини меня, друг. У меня все зависает после твоих опросов. И как и сейчас, собственно говоря. Пожалуйста, больше не надо. Я не хочу больше. Не зависай. So in case you're joining us late, you can use the hop-in voting in the top right corner to cast your vote for the answer to the question. When it comes to workplace relationships, with which generation do you think Gen Z has most in common? Генерация So Z. you've got О, three о. options to choose here. Поколение Z. Замечательно. Millennials, Gen X, and baby boomers. I don't want to skew the results, but one of the options here seems particularly obvious. Too obvious, I wonder? Okay, let's see what you said. Okay, so I see millennials is in the lead here. Ну что, Gen X да. is in second, and then baby boomers is the last. На So самом последнем месте. this Ну, one короче, actually сейчас внезапно caught us открывают off нам guard. Америку, So we were кто surprised больше to see всего that был the счастлив two от ремонт bookend работы, generations, и внезапно Gen поколение Z X на and baby последнем boomers месте. have the most Ну, in мы это common еще when it как бы comes и в to what 2020 they году expect from поняли. their workplace relationships, as well as from work itself. Мгм. When answering the following questions, both Gen Z and baby boomers
top responses were exactly the same. To the question, what's the best way to develop connections with colleagues today, they were the only ones that answered casually chatting via messaging apps. Так, а When что там asked, вопрос у нас why are будет? you unlikely to leave your current Вижу в employer чате in the next вопрос. year? Gen Z and baby boomers said, I feel connected to and would not want to leave my team. Сейчас. Посмотрим, что там в And чате. finally, in response to why has your relationship with your direct manager improved, both noted that they're motivated by managers who encourage their growth and give them new challenges to tackle. Будет выжимка, будем, And сделаем finally, выжимку. both generations identified Конечно, relocation сделаем. as the Секреты biggest deal западного breaker that маркетинга. would prevent them from accepting a dream job. To us, this indicates that Gen Z workers want to have control over where they build their lives, while baby boomers want to stay where they've already built them. А что-то вопросов For all of нет. us, one of the most important work relationships is with our manager. And so we ask participants Так это всё if their manager предзаписано, cares ребят, всё about them предзаписано, к both сожалению. on and off the job. And we were thrilled to see that these similarities extended across all of the generations. So the majority of Gen Z, Millennials, Gen X, Так. and baby boomers agree that their managers care about their professional development, work-life balance, emotional and mental well-being. Вот это классный and слайд, also надо будет about его them потом as a заскринить и person. выложить. And Это that was насколько really, really разные good for us to поколения Now, чувствуют, this is also in line with согласно what с заботой Gartner's от research shows to be менеджмента. deeply important to workers. Жаль, что показали Their буквально на research revealed 2 that секунды. 82% of employees agree it is important that their organization sees them as a person, not just Так. as an employee. For all of us, it's important to be seen holistically and not just for the work that we do. Ну, Before we explore the last level of классно, workplace конечно, connection, данные, let's take все a очень moment to reflect релевантные, on what it is that но, we've правда, learned они so не far. открывают Америку. Вот если, ну, точнее, Америку как раз и открывают. Ничего неожиданного, волшебного, взрывного не было. And remote time as ideal. But the infrastructure that's currently in place to support this work arrangement is far from optimal. Second, in the face of fatigue and burnout, На самом интересном месте вот the ты social зависаешь, side of когда work. только That is начинаешь, говоришь. to Хорошо. say our relationships with our colleagues, managers, and leaders that has the greatest potential to help keep people engaged and happy. This brings us to the third area of our research, our relationship to ourselves as workers. At the core of all of these interwoven work relationships is us as individuals. We're all different, each with unique professional goals and personal plans. For many of us, the following is true. As work has changed, we have changed. Today, we find ourselves collectively questioning what we want and need in a Если job, работа as изменилась, well as то и мы what we изменились. want and need in our Отлично. personal lives. So how can all of these puzzle pieces possibly fit together? In our survey, we can see that some of us are primarily motivated by making an impact, such as a respondent who wrote in that working with others on a shared goal with impact on the larger world is a quality that they look for in a dream job. And some lack motivation or are overwhelmed by the troubles of the last few years, including the person who admitted, I do not want to do much of anything these days, unfortunately. Так. Продолжаем. То есть фестиваль очевидных фактов. Мы не останавливаемся на нем, да, получается. Мы продолжаем фестиваль очевидные факты. Никак иначе. Угу. And this brings us to our final survey question. So once again, hover over your hop-in notification and we will answer our last question together. And the question is this. What do you think are the 2 must-have qualities that knowledge workers say that they require? Okay, you've got lots of great options to choose from here, including compensation, flexibility,
growth. Какой, типа, главное мотиватор? Ты про это, что ли, говорил? Что ты спрашивал? Перестань зависать, и будет тебе счастье. Можешь попробовать отключиться. Ой, а вдруг поможет? Действительно. Ща как полетит. Или вылетит. Одно из двух. Но мы привыкли рисковать. Поэтому давайте рискнем. А вдруг полетит. In last place is good growth opportunities and high salary. High salary. Well, Wow. it looks like remote and respects my work-life boundaries is narrowly in the lead here. Here is what the research says. A high salary is number one, followed by flexible work hours. I think that was in third place in our voting. These qualities have remained the same from pre-pandemic through to today, indicating that knowledge workers consistently value self-determination and work-life balance. This remains true across changes in the macro environment as well as different career Ну, с одной стороны, and life спасибо, stages. конечно, что подтверждаете As Miro hero факты, Michelle которые Murphy как so бы чувствовались, compellingly ощущались puts it, как очевидными. I can be a human first and work can fit into my life versus my life fitting around work. I've been able to pursue side hustle Но, с другой passions while стороны, still being a great employee and teammate on top of my 2000 work. опрошенных было, My house например, is мы always знаем. clean, my relationship with 2000 my family is опрошенных. great, and my work is thriving. Из Now, ключевых I must admit, Michelle's компаний. good fortune is making me feel a little self-conscious about my own life challenges, but that said, she's inspiring me to get my act together and to try to bring my houseplants back to life. Ну, как бы, смотрите, опросили We talk всех, a lot и вывод сделали about такой, да high salary, us то есть as на первом workers месте также today, продолжает but быть. То есть на let's первом now месте look at the высокая other side зарплата, of the equation. точка, как бы, так и What can осталось. companies do to ensure that people like Michelle continue to thrive at work and in their lives overall? Так, We мы actually see lots of progress in изменили this as культуру organizations around the встреч. world make strides to Хорошо, design как what она Gartner изменилась? describes as a human-centric workplace. They're doing this to reduce fatigue, improve performance, and to convince people to stay. Their efforts can be categorized under three distinct themes. Let's talk about the first theme, which is changing meeting culture. We've all heard of and or tried no meeting days. In fact, Miro's marketing team has no meeting Wednesdays, but inevitably, quick syncs slip in under the impenetrable walls of those calendar blocks. Окей. The Leadership Circle, an organization that offers solutions to help leaders thrive and reinvent themselves and their companies, is taking a different approach. According to Betsy Leatherman, their global president of consulting services, instead of trying to ban all meetings on a particular day, some of their employees are testing Не, ну a смотрите, по чату 3 meeting per смотреть, day если policy so that they народу have нравится. space То есть for great thinking evening. and exercising Отлично. creative muscles during the day. In another example, Tokyo-based multinational Lixil Group is pushing back on the cultural norm of long days and rigid work days. Lixil's decided to eliminate core working hours and discourage morning meetings while also revisiting the experiential concept of what an office should be. Lixil's chief people officer, Jin Montesano, summarized the changes in this way. The office is no longer the place to work. Wherever you get work done is where you work. What we want to do is to reimagine the office as a place for communication, collaboration, brainstorming, reconnecting, and having an ability to have a deeper conversation that you just can't achieve online. Facilitating deeper conversation and connection brings us to the second way that companies are building a human-centric work culture. Пока что Some, like cloud service provider Тяжело. Lucid, are doing so with extreme transparency. extreme boring. Co-founder and CEO Peter Да, Thompson вот так бы я explains this. обозначил. He says, we try not to use email, Может быть, стоило and we try to Варуна encourage все-таки everyone to выпускать use public первым. channels for Это everything. к шефу по This makes продукту. everyone feel included and trusted. Завтра It's ждем, not just, hey, конечно, it's ждем Варуна available, go look at завтра. it. Очень сильно. Everyone is part of the discussion. Понятно. So Ничего unless не someone будет, is ребят. coordinating 45 lunch минут or будет there's a вот privacy issue around a particular рассказ topic, об очевидных Lucid Link вещах. is transparent К about сожалению. even high-stakes business conversations. Adds Thompson, people who join the company tell us they have never been in a place that is so open about some of the things that we talk about. Now,
Every company has its unique approach. For example, other organizations enable their employees to connect over shared interests. Helen Horstman-Allen, the COO of Melbourne-based Fastmail, she suggests that companies have their employees incorporate detailed personal online profiles into their company intranet, into like Slack workspaces or whatever forum they use to communicate cross-functionally. At Fastmail, she encourages employees to go beyond sharing a photo. She urges them to build a richer profile with personal details that can lead to better workplace connections and the discovery of shared дискуссия, обозначим ее так, что Slack сосет. Интересно, сейчас забанят или не сразу, или нет. Helen, have you done any planting this season? Other people post pictures of their pets. Sometimes discovering shared interests like this can jumpstart workplace connection. In one of my favorite examples, Naomi Bagdonis and Connor Demon-Diauman, they're lecturers at Stanford's Graduate School of Business, they showcase the science of connecting via laughter. When we laugh, our brains release a cocktail of hormones. And when we laugh together, our brains are firing with the same hormones at the same time, cueing us to trust each other more and to make those two-dimensional interactions more внезапный переход про гормоны, да? In this new world of work, where we rarely see our colleagues in person or from the waist down, вот чат доволен. Я считаю, чат там вообще доволен. Смотрите, офигенная информация, вся крутая. Connection, well-being, and intellectual safety among our colleagues. Beyond leading with laughter, some companies are cultivating human-centric work models with a third approach, by listening to employees and partnering with them to co-create solutions to modern workplace challenges. For example, ребята, ключевой совет, мы должны слушать друг друга и сокреативить, сотворчествовать. Вот что спасет нас. И вот как построить гибрид. They started working together by defining their own working capabilities and preferences, and then discussing how their diverse styles could successfully work together. Мы правильны. After this wonderful start, they broke into teams of 6 employees each and participated today together in a half-day hackathon to brainstorm for ideas for how to best serve one another's needs and those of the company as a whole. At the end, they pitched their ideas to the CEO, and it resulted in the Brit playbook, which captured the new ways in which they would begin to work together. Now, in our final example, Swedish multinational Ericsson ensures that all working arrangements are grounded in their company values. These include cooperation, collaboration, empathy, and also speaking up. And they do this by organizing jams, during which tens of thousands of employees from around the world share their thoughts on a particular topic. For example, how hybrid ways of working affect company culture, and they do this in virtual conversations. By analyzing the extensive output from these jams, Ericsson's senior leaders are able to develop a more nuanced understanding of the issues and priorities they need to take into account as they develop solutions to workplace challenges, such as designing more effective hybrid work arrangements. The Miro heroes that we heard from earlier echo the importance of involving employees in the process of redesigning the modern workplace. Michelle shared, survey your employees and see what they need. Every company is different. And Annie added, people need to inform what it looks like. Да, все компании у нас разные, мы это понимаем. На самом деле интересный был кейс про Ericsson, сейчас рассказал компанию, о том, что они начали проводить джемы. И топ-лидеры как раз увидели преимущество таких джемов, насколько я понял, то, что он говорит. В чате вообще про другое сейчас идет дискуссия, если посмотреть. Там обсуждают Slack, преимущества его или еще чего-то. Speaking of innovation, I'm pleased that Catherine Van Jan, the Chief Strategy Officer at Salesforce Innovation, has agreed to join me now to discuss what her organization is doing to reimagine its company culture and employee experience.
Hello, Catherine, and welcome to Distribute. It's so great to Ну have что, you мы here знаем joining точно us. с вами, что To start, высокая зарплата остается номером один. Ну, thank давайте you for послушаем being Кэтрин. here. Well, I've got a few questions for you, and to start, I would love for you to explain how the Salesforce innovation function fits into and works with the larger company. Well, thanks. I am getting some feedback, so I'm going to go through it and hope we can work it out. I'm just letting you know. Okay, we'll hopefully address you. the feedback. Thank you. All right, that's great. It's solved. Okay, so It's like magic. First of all, innovation is one of our core values. So everyone at Salesforce is a trailblazer, and no one. Oops, lost Alive and well audio. and thriving at Salesforce. We assess sort of the state of innovation. And look for areas Ну, to мы точно innovate, выяснили, whether что that's все-таки в employee этом году experience or у culture мира or just how не we work. предзапись. Не And we предзапись. work really across our Забавно. ELT, whether that's in product or distribution. We are really committed to helping all of our leaders innovate within their teams. Innovation is such a cross-functional process and endeavor. You mentioned how you work with your leadership. Could you share a bit more about how you work with the Chief People Officer, and in particular, how you help ensure that the workforce solutions that И вот в Salesforce этот implements момент are мне стало human-centric and немного not, as our тревожно, friend если Annie would конфа say, будет в этом cookie году cutter. построена по такой структуре, Yeah, I mean, first of all, amazing То research, and thank you. как бы тревожно. I think first, it's most important to listen deeply to our people. And there are a number of ways that we do that. So we work with our Chief People Officer, we don't call it HR, by the way, we call it employee success. So we're working across employee success and the different teams and leaders to listen deeply to our employees' needs, whether that comes from data, so we can look at Я anonymized прошу data прощения, да, вот просто в прошлом around году our на healthcare старт data, конференции which был такой, employee вышел assistance ворон, programs are being и в utilized. первые 15 минут он We показал, can listen как to our Мир будет Slack захватывать channels. мир. We have a Slack channel Ворон called будет Clearing of завтра. Grievances, Будем, значит, where ждать вот это people все trust the завтра. organization Про enough новинки, про to это go все. onto those that Slack Видимо, сегодня до channel 3 and ночи share точно the не будем things that are сидеть. bothering them. And then we can listen and respond to that. Как бы We слушайте also have глубже, a отвечайте в concierge for Слаке. employees, and that concierge is Вот really что здесь идет tackling у нас, any да? need across Ну, HR, IT, facilities, наверное, для кого-то это any открытие kind of question that you и have. подкрепленные So цифрами. when we understand through the data what Но people в are целом searching for, what they're здесь asking, what they 36 need, then we минут can довольно очевидных respond. вещей было. And I will say the other piece of that is using real human connection. So our leaders, our team managers are really trained to facilitate dialogue. And we have a number of ethnographic research techniques, but the one I love, I Они think, the most обучили is our learning фасилитации labs, where лидеров we'll команд, identify groups of employees, техникам, bring them together, whether that's virtual or in person, фасилитации, and да? we'll talk about what they're seeing, what they're sensing, where they think things are headed, and extrapolate, where we can go next. Does that answer your question, Paul? Yeah, that completely answers the question. There's so many interesting things in there. I love the idea of, first of all, the grievances Slack channel. I love the idea of the concierge and also the lab. I mean, as organizations get bigger, I see this as a leader, even a much smaller organization. It's often hard to hear the voice from the most different parts of an organization. And so putting things like that in place really do help amplify that. And that's really key to designing the right sort of solutions and creating слушаем голос a more magical из employee другой части experience. организации. Важно услышать This голос. brings me I to... think Go ahead, yeah. Well, I think you raised a really good point there, that it's listening isn't enough, right? And we see that in our research as well, is that a lot of organizations are asking and listening, but it's really important to act on what you're hearing. And the conversations, to empathize with people and to really say, okay, now let's go co-create a solution that will work. That leads to new policies, new programs, new processes. Есть ощущение сейчас, что она, по сути, описывает классику применения встреч в формате one-on-one. И, кстати,
минут 10 назад об этом уже писали в чате. В одном из комментариев, который был нещадно залайкан. То есть принимаем решение на основе того, что мы слышим от сотрудников в ходе разговоров. Beyond the inspiring examples we saw a few minutes ago, what can leaders do to facilitate workplace conditions that do provide a more empathetic and magical experience for the employees they serve? Well, I think number one is recognize that Там хорошая фраза была. Следуя вперед с тем, что мы слышим. Вот это классно, да. Следуя вперед с тем, что слышим. On a poster, there are things that you use every day as a litmus test to guide you and to correct course. It's how we make decisions. And so being really clear on what those values are, what they mean, and how they live inside your culture is really important. And you know, I can just give you an example of using values, two of our values, one innovation and one мне trust. лично это откликается, конечно, потому что то, чему мы в моем консалтинге тоже уделяю большое внимание, то, что перестраиваем культуры, не только я, но и многие мои знакомые, тренера, консультанты. Переход на то, что уровень мы слушаем людей, тем более высокоуровневых, то есть сеньоров, и исследуем на основе того, что мы действуем, на основе того, что мы услышали. Lo and behold, what happened was those managers would start giving the benefits, the RSUs, the promotions, the attention to those who were kind of thinking of leaving. At the expense of people who are really happy doing great work and you know, expecting to progress in their career. And the entire program sort of backfired, and we had to kill it. And it was a conversation about trust. We were eroding trust by trying to predict this attrition. And we said, what if instead we flipped it on its head and we could predict mobility and we could re-recruit our people before a headhunter calls or before they even think of leaving. And so, you know, having that dialogue about what's В общем, теперь я буду опираться на самом деле на этот доклад, когда буду доказывать необходимость проведения встреч в формате one-on-one лидером. Видимо, придется его как-то вырезать, аккуратненько перевести и показывать людям. Ну, или будем надеяться, что он будет залит самим Miro на YouTube. Потому что он перечисляет очень важные преимущества, что когда они начали разговаривать с людьми, то есть они могли увидеть, что до того, как к нему придут хедхантеры, они сами внутри показывали его, по сути, его ценность и предвосхищали этот исход. То есть re-recruiting before they leave. То есть мы возвращаем их, сами рекрутим обратно до того, как они задумываются о том, что уйти. Это хороший point, очень хорошая мысль, хороший кейс. Будем опираться, что вот это было в Miro. Yeah, that's a great question. And I think, first of all, we believe that the team is the atomic unit of success. So, you know, the most... Нет, не зависай. Стало интересно. Пожалуйста, не зависай. Не сейчас. Important thing is how teams operate, how managers lead, but also peer-to-peer interactions between employees. And recognize that every single employee on the team owns the interaction, owns the relationship that every other employee has with that company. So if we think about employee experience being the relationship between employee and employer, every employee owns employee experience. And so that means that I've got to be very thoughtful and listen deeply, ask questions. В общем, если я правильно ее сейчас понимаю, она говорит о том, что важно настроить там между каждым сотрудник с сотрудником, то есть прям между каждым связи выстроить. Have a conversation about it and trust each other to have an open dialogue, to understand each other, and then problem solve together. And I'll say one of the other pieces of that is sort of unlearning old behaviors that aren't working for each other. So I think healthy dialogue around
conventional thinking, conventional ways of working, and orthodoxies that actually hold your organization back, hold relationships back, kind of cause conflict, like evaluate whether or not you need to work that way anymore and find new ways of working that feel healthy and really empower everyone on the team to do their best work and support one another. I love the way you put the pieces together of the individual, the team as the atomic unit, and then also all the things that you covered around how that comes together for co-creation at the organization level to create a more magical experience for employees. Catherine, thank you so much for joining us here today. We really appreciate your being part of Да, this. Катрин, спасибо. Ты доказала очень важную вещь. Ну, еще подтвердила несколько важных тезисов. Отлично. So thank you and look forward to collaborating some more. Thank you very much. And to all of you joining us around the world, if you enjoyed our conversation, be sure to join Catherine's colleagues, David Berthy and Tiffany Flynn, in just over an hour as they lead a breakout session exploring 4 distinct yet entirely plausible futures of work. In fact, ну, смотрите, народ в восторге. Народ в восторге, говорит, прям, да, круто. For you to explore over the next 2 days of Distributed. There's plenty of opportunities to learn from and collaborate virtually with Mironeers and fellow community members alike. Ну вот, сейчас будут у нас сессионы, уже они открыты. Reflect on what we've discussed this morning. Hybrid work enables flexibility and freedom while nurturing connection, all of which knowledge workers today say they crave, but hybrid remains a work in progress for now. The good news is that for many cohorts of workers, our relationships with each other and ourselves have only gotten stronger despite ambiguity within the world of work. Hybrid can be the best of both worlds if leaders continue to work with their employees to strategically and intentionally make it more human. I hope that you leave today feeling empowered and inspired to co-create the Потом future нужно будет вот это вот финальное слово просто перевести и кинуть уже вот именно как финальным словом в наш Телеграм. Давайте пойдем по сессионам. Чем мы там говорили про sessions? У нас здесь будет stage, это понятно, здесь будет, видимо, Miro Reels. Day by Miro, окей, moderated. Ну, давайте перейдем. Почему? Да, вот, кстати, давайте по популярности. Вот смотрите. Там 90 у нас день в Miro. Пошли люди, да, первые 60 человек у нас на Salesforce кейс. 28 всего лишь на девелоперов. И, конечно, на сторителлинг огромное количество людей. Ну и я туда тоже присоединюсь. Давайте посмотрим, что у нас на сторителлинге будет. Фак! Ой-ой, извините. Fan of Miro because it makes my job a lot easier. I love to teach, and my favorite thing to teach is storytelling. Ну, пишется отлично. We're talking today about making space for human, which I think is a really nice title. And I've come to learn that my favorite thing about humans is how much they love and absorb and create amazing stories. And so what I would love to do today is share some of those learnings with you. The way I like to teach is the same way that I like to Будем надеяться, здесь интересно. Not being overwhelmed by frameworks, but also by learning from real life examples. And that's what we're going to be doing today. So if we zoom out for the full screen, Helena, we're going to see this. And zoom out for the full screen. Storytelling by basically telling you a story. And as we'll come to learn, the majority of stories follow a circular structure, and that's what we're going to be doing. So we're going to be following this circle all the way around, stopping at each section to learn something else about storytelling, a certain author, a quote, an experiment, a framework, and by the end of it, I hope that you've got all these amazing things to inspire you to create stories and to start your storytelling journey. And as we start our storytelling journey, where better to start than the beginning? And now if we zoom in to our intro, beautifully done, where better than to tell you a little bit about my story. So this grumpy little boy on the left, that's me at the beginning of my story, 9 years old. I'm very grumpy there because
my football team is Newcastle, even wearing a Newcastle top there. We're a football team that doesn't win very often, but for some reason we're obsessed with sports. So I don't know why that is. But it started my journey. Чисто технический момент, который заметил сейчас. Хелена Брандист, это представитель Miro. Эллиот Рейнер, соответственно, это эксперт по сторителлингу. И экран именно Хелена демонстрирует, а Эллиот отсюда чувствует себя раскованно. Это прикольный поинт. Things that you buy from these big brands, they cost very little to make and very expensive to buy because you're not buying the product, you're not buying the plastic, you're buying the story that was embedded into it. And so with that in mind, I had to get very good at creating stories. And I was very lucky because I had a lot of great storytellers around me, and I'll be sharing some of the things that I learned from them. And actually, Helena, if you grab that picture of me on the left and pull it to the side, and you'll be able to see my son, who is a lot happier being a Newcastle fan than me. Смотрите, какая крутая милота. And if we look at that first quote of our journey, underneath it says, everything starts with a story, and that's from Joseph Campbell. And Helena knows who Joseph Campbell is because she did my first workshop. I would guess that a lot of you know who he is, because if you know anything about storytelling, it is probably Joseph Campbell, and it's probably our first stop on our journey, which is structure. So if you can take us over to the structure side of our board, yeah, we can view everything like that. So yes, О, знакомая штука, то есть мы пойдем по Джозефу Кэмпбеллу, что ли, Эллиот? Хотя тут вижу какие-то разные истории, разные схемы, В общем, если вы не знаете, то Джозеф Кэмпбелл — это тысячеликий герой, и, в общем-то, это известная тема, ее мы использовали, например, даже в построении ретроспективы. У нас есть геройская ретро, офигенный продукт, очень круто подходит для IT-команд. Мы его проводим постоянно. И это действительно работает. Ну, скажем так, это действительно работает, это можно классно упаковать. Да. Lion King and Lord of the Rings. Movies that you might not understand are very similar, but when you break it down with Joseph Campbell's framework, you can start to see that actually all of the characters are following a very similar pattern. They're starting in this ordinary world. Если вы вдруг впервые про это слышите, но Джозеф Кэмпбелл доказал, что огромное количество историй, по сути, идут по приблизительно одной структуре. А на русском языке есть большущее количество информации про это, адаптированной, переведенной. На Ютубе тоже лежит. И он говорит то, что если мы возьмем, сравним ключевые какие-то популярные культуры, то увидим тоже одинаковые шаблоны. And there we go. We can see the hero's journey there. So there's 12 steps to that, which can seem quite overwhelming, but it's a really great instructional framework for anyone who wants to understand a little bit more about 12 шагов. A great story. Очень популярно. But for my students, Для what I say is великой истории. Majority Архетипичные of people I шаги. teach don't want to write an incredible long epic. They just want to influx some great storytelling into their lives. So you can do that actually by going down the frameworks to the right, Helena, and you can see that there are a lot of frameworks built on the hero's journey that are a lot more simple. And what I want to focus on here is the last one, which has only got 2 parts to it, which is a very simple framework about storytelling, which follows a very easy pattern, which I hope you all remember, which is order, chaos, order. If you think of any great story and break it down to what it basically is, we're following a singular character that goes from an ordinary space of life and conscious. It's very complicated. They go through chaos, but then they return. But they return a little bit different from before because they've grown from their journey. And I don't care what it is, if it's a movie, a poem, a song, or a great joke told down the pub, you can usually find the order, chaos, order somewhere within that. So I'd really encourage you to use that. And we're going to see a great example of how to use that in our third part of the wheel. I'm seeing a few people who can't see the screen. So Natalie has shared the screen. So if you follow that link that Natalie shared, hopefully if you can't see the screen, now you can. Yes, а куда ты дал ссылку на доску? This screen, everything we've presented so far will be available. Видим, что пошли люди.
But right now we'll go to the third part. Я тоже хочу ссылку на доску. So I just showed you Где ты? the full list of how a character's journey was defined by Joseph Campbell. Kurt Vonnegut, our second person here, is really going to show us that actually there's another way to study stories, and that's through fortune. If we zoom a little bit in on that quote and on that framework below, beautiful. Kurt Vonnegut said that somebody gets into trouble, then gets out of it again. People love that story. They never get out of it. And what he used to do was study stories for their shape over time. And he did that using a very simple framework, which is to measure a character over time based on their good and bad fortune. So you're looking at them as the protagonist and following their flow. Usually this is where maybe I can actually jump in here and paint. That's a great idea. I was imagining. I was going to ask you to do it, but I'm just going to do a little red dot here. Do you see a blue dot there? Do you see that? Oh, I see the blue line. Вот эта доска. Good. That's even better. That's what I was going for. So so now I'm going to jump on and do something a little bit interactive. Я думаю, что мы ее скинем чуть позже. Позже скинем в чат наш. So the first one is about a man in a hole, and as he says, doesn't have to be a man, doesn't have to be about a hole, but starting from a place of good fortune, and something chaotic happens. He falls down a hole. And so this is very dramatic. He goes through very bad fortune. He goes through trials and tribulations, as said by Joseph Campbell, and then he is rescued and he returns to his state, but a little bit higher than before. So how many stories from Frodo to Luke Skywalker, a lot of our great stories follow this man in the hole of good fortune to terrible fortune to a little bit better fortune. Let's look at another one. Another one called Boy Meets Girl. Doesn't have to be a boy, doesn't have to be about a girl. But somebody starts from a medium fortune, and then they meet the love of their life. They fall in love, but of course, what happens in every single romantic comedy, something terrible happens, and they sink down into bad fortune. Usually, then they move back up, usually in an airport for some reason. Мужчина в беде. Да. Плохая удача. То есть такие схемы, да, у нас получаются? На самом деле прикольная, полезная схема. Показывает структуры. Но Синдерелла должна, по идее, внизу, да, начать? У него очень плохая судьба в старте. То есть, типа, 3 архетипа. Как они выглядят, да, у нас на шкале времени, как они меняются, их судьба, то есть на входе повествования. Да, прикольная история. Вот это классно. Синдерелла — это Золушка, то есть начинает в самом дне, потом резко у нас там идет вверх, потом обратно вниз, потом опять вверх. It's just a beautiful way to look at storytelling as a mathematical equation almost, and study the patterns of stories. But the question still needs to be asked, well, why is this? Why do, as Kurt Vonnegut says, people love the same stories over and over again? Well, we can discover that by going to that next part of the wheel, Helena, which is biology. And we're also going to go to another quote. От структур переходим к биологии. Who in his book *Sapiens* quoted that humans think in stories and we try to make sense of the world by telling stories. And that's true. Our brains are basically story machines. We absorb them, we love them, and they have an incredible effect on us. If you go down to the first graphic below, you can see that actually when we measure our brains and stories, which a lot of great scientists have done, где у нас? Brains, played a story and seen the effects, we can see that stories actually hit all 7 segments of our brains. So they're incredibly powerful, one of the most powerful things on the human brain. And there's a reason for that. Our brains actually release chemicals at different parts of the story. So just as Joseph Campbell and Kurt Vonnegut said, there are certain stories we love all of the time. That's not by chance. There's a reason why it's affected every nation, every age, every generation, because it's hardwired into us. If we go to that graphic above the biology, we can see why.
And there's some great understanding about how these different things work. So there's 3 incredible chemicals that are released during our brain, during storytelling. There's a dopamine. Смотрите, уже, да, опять же, говорим про гормоны. Говорил у нас про гормоны Пол Дарси. Ну и сейчас, когда мы говорим про сторителлинг, тоже говорим про гормоны. Это тут логично, логично, в принципе. Да, немножко отдохнем от голоса, что-то хотим посмотреть. Я даже понимаю, что будет показывать. All I want you to do is watch this video and take note to 2 things. How do you feel? Take a very good understanding of any feelings and emotions. And then after that you can see that beautiful color. Интерактив. Мы сейчас будем писать на доске. And write anything you feel or any emotions that you get by watching this 90-second video. And I think you can click the YouTube video now, Helena. There's no audio for people who are expecting audio, just the visuals. Тут интересно даже не то, что у нас делает Хелена, а то, что у нас показывает, а то, как выглядит меню у Хелены. Вот что это у нас такая за кнопочка, вот первая. Ой, интересная штука. Я, кажется, догадался, что это происходит. Видите, менюшка, ребят, которая вот сейчас идет у нас у Хелены внизу, то есть она нашла play, да, и посмотрите, меню у нее выглядит совершенно, ну не совершенно, а меню проигрывания у нее выглядит иначе. То есть есть вот эта вот непонятная штучка с глазиком. Repeat. Ну, это окей, full screen это понятно, перейти к ресурсу это понятно. Нам предлагается тут, как вы понимаете, очень простая вещь. Давайте мы посмотрим короткий этот мультик и подумаем, какое чувство мы испытываем. Какое чувство мы испытываем. Кстати, интересно, если я сейчас перейду, это видео 7? Or everybody or not? Ага. Нет, немножко другому, да, вот я... Все, так. Кстати, ребята рисково сейчас открывают, они открывают для всех, но очень большой... Я бы ограничил... И вот они, видите, что произошло. Не закрепленка. Ой, косяк, ой, косяк. Ой, 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 посмотрите, видите? Все полетело, потому что... Да, да, бэк. Надо было закреплять. Ладно, мы... Что тут чувствует? Стресс, релиф. Я не успеваю. А вот не успеваю. Мой стикер. Не трогай мой стикер. Я напишу... Run. I can see a lot of people sharing their feelings and emotions, which is amazing. And if you can't do it on the board, там also just write it in the comments and I can see it. But let me read some of them out. Fear, relief, stress, don't like the big triangle, painful, shapes playing around, sad, anger, bullying, I think a really interesting one. Hope he can get away. So I love all of these, and interesting. I think it's a really quick collection. But one thing you can notice is we basically just saw a triangle and a circle going around an area. It's nothing. So how did we suddenly bring so much emotion, so much narrative? Пошалить, как думаете? Something that was basically just shapes. And the conclusion really of these psychologists is everything that you see on the board now is very common, and with the results of the science of these 2 scientists, is that we bring emotions. Our brains like to bring them. So мы не тролли, if you мы zoom просто out, балуемся. And go to the conclusion box and remove it. The conclusion was that humans have a strong tendency to impose narrative. So we've learned so much about how we like the structure, how we like to look at emotional fortune, how our brains release chemicals, and now it makes a lot of sense. Humans have a strong tendency to impose a narrative.
Есть возможность убрать, ребят, вот эти вот штуки, чтобы такого не случалось, и закрепить все, в общем-то, не сделано. Which I think is fantastic. If we move to the first picture on the top left, this is going to be the focus of our next experiment. It's called Significant Objects. Now, everything you can see on screen are examples of products that were all bought for between $1 and $2. So basically junk. And all of these were bought and then taken by two anthropologists as a test of the power of storytelling within the modern world. And what they did was take these Ну, есть интерактив. Это же круто, согласитесь. Ask them to create 50 stories, and those stories could be about what the product is, how they got it, who the owner was. It didn't matter. And then once these stories were created, to put them back on eBay. And the test was to see how much more they could sell these products for once these stories were added. And what I want to do, if we go to the right, Helena, is I want to look at one of those beautiful objects. This friendly little cow vase, which was bought for $2 from a junk shop in New York. I would like you to tell me, with our voting system, and get a little bit more interactive again, of how much were they able to increase the value of this little beautiful cow by using the power of storytelling. And I think we'll give you just 1 minute maybe to do that. Ну, давай join voting. Опять не закрепляют, это рисковая история. Like to take something back to your teams, I find this is a really nice experiment to show the power of storytelling. Ну, то есть, ребят, это голосование инструмент у нас, да, вот, собственно, проголосовали. Вот, видите, как смотрим, сколько человек проголосовало. What is it about stories that we love? Why do we like it? And as we'll see as we get to the voting, you get a much better understanding and appreciation that stories aren't something that just exist in our brains, but they have a real effect in the real world. Вот. As every time you turn on the TV, you'll see a great story next to a great brand, and we'll get into that in a little bit. Есть ощущение, что Эллиот у нас эксперт на самом деле в именно сторителлинге, а в то же самое время не до конца эксперт в Miro, да, то есть. That's good. I love to see that. Our tech problems are getting less and less as we move around the board, which is good. I mean, the Miro boards, they're working well for us, so good. Yeah, this is the most important part. Yeah. It's just the audio, which everyone can watch the video later if they've missed Вот anything. так вот, да, вот сколько у нас людей, посмотрите, какая прелесть. All right. Yeah. So give it another 10 seconds and then. Oh yeah, обожаю это. It's your call, Elliot. Вот, 300 человек на доске. I voted for 30%, but I have to say I didn't put too much thought into it. I just went for it. Okay, let's reveal it. Let's reveal. Okay, I'm done. And end for all. Let's see. End session. Wow. Let's see what the results are. So the most was for 300%, and it was actually 3,000%. So this beautiful little cow was sold for $62 instead of the $2 that was bought. So it really highlights the incredible power of storytelling, and actually highlights not a bad way to save some money and to make some money. The next time you are short of money, buy something from a thrift shop, write an incredible story, putting on eBay, and you might surprise yourself by how much you make. But like I say, really encourage you to have a look at that. Now let's have a look at that conclusion, Helena. And Helena was stories are a powerful driver of emotional value, that their effect on a given object's objective value can actually be measured objectively. So basically everything we've learned so far, it can be used. So it's not just this from the frameworks, from the emotions, from emotional chemicals. Да, пожалуй. We're starting to learn the power of storytelling, not just in our minds, not just Чисто технически, да, разрешите докопаться. Закрепляйте все на досках. Вообще, вот просто, ребят, вы чего? Закреплять нужно все на досках. Закреплять. You know, one of the things why it works so well in business is that business is based on humans. It's not rocket science. We're all humans. Unless we've learned humans love stories, it's hardwired into us. And that's why Simon Sinek says 100% of customers are people
100% employs the people. If you don't understand people, you don't understand business. The author I'd like to bring in is a little bit older than the rest of them, but I think no one did it better in explaining how storytelling can be utilized, and that's from Aristotle, who said a character may almost be called the most effective means of persuasion. And persuasion is a really important word that I want to focus on now, because for me, that's where the power of storytelling comes from. It literally persuades us differently. When I talk about stories, смотрите, greater stories resonate. как бы, с одной стороны, фестиваль очевидных и общеизвестных вещей, он продолжается, потому что очень такие базовые какие-то вещи без с минимум примеров. And it's a balance of these three things that define its success. The first is logos, which is logic. And that makes sense. If I'm buying a washing machine, I want to know its energy, how quick it does, how much things I can put into it. That's one way to persuade me that this washing machine is the best. Pathos is emotion. And I lived in the world of emotion because I worked in the sports industry, and we're trying to persuade people the World Cup starts in 1 week. And how much emotion you'll see saying why you have to buy this football boot. Это прикольно, но это достаточно тоже известная тема идет у нас. Хочется немножко побродить по доске. Мы были здесь, значит, у нас осталось чуть-чуть, да? Вот, сейчас перейдем к самому интересному, Story Engine. Я надеюсь. One great place that you see this is politics. How many of our politicians have just come from the midterm elections? Do you see people trying to build from a place of credibility because they know that's where their voice will come from? So a great way to take everything we've learned so far and to take it with us is to understand, okay, if I want to create a story, I have to make sure that I create emotion, logic, and credibility. And I have 3 frameworks which I would like to show you, which you can use to start doing that. And that's our Joseph Campbell's story wheel, where we can start plotting and ideating our stories. It's our brand archetype wheel, where we can understand the difference between a brand and their consumer to tap into their emotions. And there's a Japanese philosophy framework called Ikigai. Да, вот это прикольно, смотрите, да? То есть накладки на господина у нас Аристотеля, что Кэмпбелл это как раз уровень логики, эмоций. Ну, тут, наверное, логос имелся в виду, или как? To be able to pull this all together and put it into a board. So if we come into our final point of the wheel, we can see the story engine. And story engine. Давай. Using Miro as a way to be able to take all of these amazing things that I've been able to learn during my career and through my workshops. How can I present this in a way that anyone can start learning storytelling and start implementing all of these things? And you can see on the left there, through my Storytelling Certified, I use the story engine as a way to be able to take all of these things and get you applying it. I used to work at Babbel, the language learning service, and one thing that was said to me by all the didactic... Давайте почувствуем разницу. Вот так, да, у нас выглядит без курсоров сотрудников. Ну, просто доклад и доклад, да? А теперь мы вот то же самое пространство, то же самое видим. Вот, да? Движняк. Вот почувствуйте разницу. Вот поэтому Miro. Вот сравним. Вот так у нас без всего. А вот так у нас полностью со всеми, да? Ну, короче, вот это надо перевести. Да. Так, это вот будет переведено на следующей неделе, может быть, даже. Ну, народ ушел постепенно, да. Хотя нет, с доски не ушел тоже. Отлично.
The number one feedback I get from people who are wanting to create stories is that they have no idea where to start. В общем, все вело нас сюда, в презентацию вот этого шаблона. И в этом плане он молодец. Смотрите, он сначала рассказал нам про вот эти схемы, системы, то есть отдельно презентованные, а теперь он презентовал у нас их все вместе здесь. В рамках одного канваса. Отлично. Ничего не закреплено, конечно. For those of you working in marketing or product, it makes sense for this to be about a customer. Customer is first, but it could also be about the brand. It could also be about the founder. And one of the things you find within the story engine canvas is a Miro version where I create 3 different stories based on. Только я удерживаю здесь все, иначе бы уже растащили. Смотрите, вот все пришлось выделить и держать. I hope you've really enjoyed ну, хотелось бы, чтобы ты заполнил это все, дружище. Ну, не то хотелось. Хотелось, чтобы ты, конечно, это взял и заполнил сейчас и показал. Эллиот. And explain a little bit more to give you a certification in how to do that. A lot of people learn, as I say, through examples, and that's why I started my story selling podcast, where I literally interview storytellers a lot better than me, who taught me everything, and ask them what their storytelling process is. Finally, you can also just reach out to me. Здесь There's my сохраним LinkedIn. доску. I love stories. You сломали уже. Or you want advice. More than happy for you to add me, reach out to me. Да, видимо, все, мы заканчиваем здесь. Похлопаем. Это было немножко не то, что хотелось. Да. Exactly. Let me stop sharing. I'm still off camera for those who just joined or joined before I announced this. My camera decided to disappear today, or the platform can't find it, so you'll just have to enjoy my photo. В общем, забавно. Indeed, Elliot, we do have a bit of time. We have actually 15 minutes for questions. Ну, немножко не то ожидал, конечно. Ожидал, что он как раз свой канвас заполнит, а он просто его показал, презентовал, и, в принципе, даже не глубоко, очень поверхностно, к сожалению. And people, you guys can just add it to the Q&A part. It's you can see chat, polls, or you can just add your questions in the chat, whatever's easier. Я думаю, мы можем сюда вернуться, пока можно сгонять, посмотреть, что у нас по сессиям. То есть, какое распределение было реально по сессиям. Бум-бум-бум, а уже второй у нас идет, видимо, слот. Или не идет? Turning meeting exercise. Окей. Окей. Ну, в общем, мы в самом популярном месте были с вами. Если так посмотреть. Самый набитый зал. Сейчас, судя по всему, Turning Meetings into Exercise. О, это, кстати, то, что мы хотели с вами посмотреть. Давайте заскочим. Крис Стоун! Крис Стоун! У него очень крутые шаблоны. Он красиво делает. Ретроспективы в стиле Tinder, ретроспективы в стиле Spotify. У него свой стиль есть абсолютно. Don't worry. Okay. So I'm going to share my screen as well. Here we go. This is me pinning it. Ну, он кинул нам сразу же доску какую-то. Так, Крис. Where you should land is a nice picture of me and a bit of an agenda for today's session. So the session's about turning meetings into experiences. Now, why should we do so? Why should we bother turning meetings into experiences? Well, first and foremost, our lives are so busy. Загружается доска, извини. A third of our waking lives working, and anything between 25 and 50% of that
in meetings, and we'll sense check that in a moment as well. What we're going to do is we're going to explore why we should do it. We're going to allow you, the audience, to choose your own adventure. We're going to practice turning a meeting into an experience, and then we're going to reflect on what we've learned. A little bit about me, though. So my name's Chris Stone, otherwise known as the Virtual Agile Coach. I've been a Miro user. Oh, let me try and reload the board. Alas, it's misbehaving. Let me try once more. Clicking the embed button. Any luck this time round? Не грузится. Some people are just opened. Boom. There we go. Progress. Okay, so it should load eventually, folks. Apologies for the slowness. A little bit about me then. So Chris Stone, otherwise known as the Virtual Agile Coach. I've been a Miro user. Народ стебет, ты что-то по диалапу все это грузишь, потому что, получается, ни у кого не грузится доска, у него самого не грузится. 120 человек на доске. Yes! Я тоже на доске. Очень тяжело, что-то тяжело. I'm very much an outcomes-focused person, so I don't go into a company thinking, hey, what framework can I apply, or what solution have I got for you? It's always, what are you trying to solve? What problem are you trying to solve? What outcome are you seeking? Secondly, are your ways of working helping you achieve those outcomes or solve those problems? And thirdly, are you continuously improving your ways of? And that continuous improvement is built into everything I do, including the meetings that I facilitate. Now, that's a little bit involved in agility for over 10 years now, and a big believer in enjoying the workplace. The work should be fun. With a little bit of creativity and energy, you can enable work to be fun. So what I'd like you to do, first and foremost, to bring everyone to me on board now, is you'll see little Chris, little cartoon Chris here. Почему вы все для интерактивирования даете? Это же опасно. First question on this duality or this scale here. So you have the ability to grab these little icons. If you're not a familiar Miro user, make sure your blue cursor on the left-hand side of your screen is highlighted. Press V on your keyboard to do so. Just drag one of these cursors onto this scale to share how much of your week you spend in meetings, from 0% to 100%. So you should be able to grab those icons as little timers and place them on the scale accordingly to share from your perspective how often you spend in meetings. Of your week do you spend in meetings? Сколько процентов времени вы проводите во встречах? Загружаем, то есть, и переставляем. До 50, наверное, процентов. Я молодец, я был первым. Я самый шарёный. Да получилось! Ой. Let me reload the board once more. We are having some issues, some tech issues. I'm first. If not, I'm the done. link is in the chat, folks. You can follow along. I'm done. Кто-то говорит, что не может его слышать, кто-то говорит, что доска не загружается. Но все нормально. 193 people on the board now. You should be here. Grabbing one of these little icons will allow you to place Чуваки, вы просто не там тусуетесь. Вы не там тусуетесь. How much of your week do you spend in those meetings? If the collaborator cursors, by the way, are in your way, you can turn them off by pressing this button at the top of your screen here. Да, подтянут сюда. Вот моя, видите? Я был первым. Куда ты дел? What have we got then? So far, middling. Fortunately, no unlucky person has hit 100% yet. Вот мне нравится Крис. Крис молодец. Вот, все интерактивненько, все как надо, закреплено, красота. Окей, next question. Давайте будем опережать. Interesting point, Rachel. Yeah, workshops. Are they meetings? Ой, хорошо, посмотрите. Шкала, больше шкал. Вот это, кстати, классная шкала. Надо взять себе на вооружение. Простая и классная. Очень хорошая доска. Очень нравится, очень классно. Надо переводить.
but drag those little post-it notes onto that scale. What are meetings for you? Are they boring on the left-hand side of the scale? Or do you love them on the right-hand side of the scale? Так как большинство провожу я, будем говорить честно, у меня митинги отличные вообще, просто суперские. А те, которые провожу не я, ну, не очень, может быть. Да нет, больше мне хорошо с митингами, все отлично. Ну что, я сделал. Yeah, we do seem to be having a few tech issues today, folks, it seems, alas. Perhaps I should shall I try and just share my screen? Вот оно мое. The Miro link, folks, is in the chat. We'll do it this way. You follow that way, and then for those of you that can't access the board for whatever reason, you should be able to see what others are doing. So what we're doing now is grabbing these little post-it guys and dragging them onto the scale. On the left-hand side of the screen, are your meetings boring or do you love them? Or boring, or... Я пока попишу здесь. Вы там разбираетесь, а я попишу немножко. I can see cursors everywhere. No movement on these post-its yet. Можно мне сделать тише? Perhaps you can contribute in the chat instead. Are they boring? Funny? Let me reload my screen. Alas, it seems to be slow on my side as well. Ох, 211 человек сейчас в интерактиве. 211 человек в интерактиве, ребят. Вот смотрите, как выглядит работа на 211 человек. Вот так. This is going wonderfully. Mostly boring. Okay, so talk to me through the chat. Mostly boring. Now people doing activity. It's really mostly boring. Okay. Anyone really enjoy meetings? It's me. No. Sometimes, if they're productive. Work sessions. Okay, different way of phrasing it. Okay, new scale now. You should see on the board to the right of where we've just done this. Another question. Are your meetings value? Yeah, are you getting value from them, or are they valueless? Is the scale essentially? Это я. Короче, пишу. Share your thoughts. Often no value. As long as it's got clear structure and objectives, most have value. Interesting. На самом деле, если сейчас посмотреть то, как мир развивается, вот если серьезно, то оно развивается по принципу все в одном окне. А это значит, что, в принципе, ну, как бы не нужно смотреть на у нас фасилитатора, у нас все будет клево здесь. Релоуд, но... Так, сейчас про ценность что-то надо будет отвечать. Про ценность отвечать. Ой, как подвисают серваки-то. Серваки подвисают сегодня. Ну, может быть, это у него конкретно что-то не то. 65% value. So again, we've got a mixture of perspectives here. Да, он, короче говоря, пишите сюда, ну прикольно, ну давай писать сюда. A waste of time is on the left-hand side. So what I'd like you to do now is just share in one word, describe what meetings are for you. If you could describe a meeting in one word, what is it from your perspective? Share your thoughts in this chat, and if you can access the Miro board, then хорошо, интерактив. Add your thoughts to. Хорошо ведет, то есть уверенно. Народ упорно пишет в чат ответы, хотя все это предполагается отвечать на доске. Но доска у нас зависает, хотя доска классная, прикольная. Ну, вот видим, что... Inefficient, uninspiring, time-consuming, energy drainers, interactive and necessary evil. Okay, some interesting perspectives there, but also necessary. Now, think of the best meeting you were ever involved in, and what made it so? What was the attributes that made it a great meeting? Share your thoughts here. Again, do so in the chat if you can. If you can access the Miro board, go. Да, доски виснуть. Snacks, productive, full of energy. В общем, народ отчаялся, абсолютно отчаялся. Но то, что доска откроется, и стал фигачить в чат ответы на его вопросы. Okay, now, so what we've observed very quickly there is that we've got a lot of different perspectives. Он молодец, он хорошо держит аудиторию, все равно смотрите, молодец. Бровью не повел. Mostly on the boring side, some people like them, and there's not always a consistent value in those meetings. And we've got some perspectives as to what makes them great. Когда-нибудь она откроется, да? Anchoring back to why make meetings into experiences? Why turn them into them? I mentioned earlier
Мы сюда пришли не за тем, чтобы что-то писать в чат. Мы сюда пришли, чтобы тягать иконки по доскам. Даешь доску... Ладно, вообще не к тебе вопрос. So not only does putting a bit of effort in result in more enjoyable experiences, but it means that staff and people are happier, and that's what it should be all about. Now, what I'd like to do is share with you some stories. You should see on the board here my picture of Queen the rock band. This was a retrospective I created. Now, once upon a time, when I was a Scrum Master, I was tasked with facilitating retrospectives. And I remember at the time them being very boring, shall we say. There weren't that many formats out there. Again, what I'll do is I'll just share my screen instead. Let's just go with that. Because Miro is misbehaving. Мира, не грузится. Вот, давай хотя бы... Да, хотя бы так будем. So here we are. Oh, yeah. Can we see now? Загрузилось. Yes. Okay, so Queen. You can see a great picture of Freddie Mercury there. Все, не дышим. Что я пропустил? Сколько ты тратишь время? Хорошо. Ценность или просто трата времени? То есть ценность сделали. My one word to describe meeting is. Опишите в одно слово. The Elvis retrospective on what was my favorite resource at the time, tastycupcakes.org. And on Tasty Cupcakes, there was the Elvis retrospective, and it used the Elvis discography to promote and generate insights to the team. So it was, don't step on my blue suede shoes, what should we be saying no to? And it was using the Elvis songs. I thought, well, that's the king of retrospectives. I should create a Queen. Так, я должен это сфотать. Извините, я должен это заскринить для одной знакомой. Иначе не поймут и не простят. Or another one bites the dust. What did we complete in the last iteration? What stories did we, what value did we deliver? Or one vision, what's our vision for the next iteration? What's our goal going forward? Or we are the champions. What successes should we celebrate? So that was the starting point for me, creating thematic meetings and turning meetings into experiences. I created the Queen retrospective. And that was the journey of 100 templates. I'm now at the point where I've created and shared 100 retrospective templates, freely accessible all via my website. And they're all linked thematic, using various different methods to generate insights, get a bit of creativity. So people end up looking forward Нужно куда-то отправить себя, что ли, правильно понимаю? Just another meeting that doesn't add value. Now here's another example. Again, bring everyone to my screen here. This was a town hall that I facilitated, and this is just part of the Miro board that I created. It was an Alps, a snow day themed town hall. So hundreds of people were on this Miro board. We had a base camp, we had a peace map, so people could navigate their way around. Согласитесь, клевые у него такие активности, прикольные. Такое ощущение, что он начал гнать просто сейчас, ускоряться. It was one of the more engaging town halls that we'd ever had at this company, and people really enjoyed the experiences. And they looked forward to the next one. They were wondering what theme was going to come next. And you can build in all sorts of interactivity into the theme. So I had people grabbing a little skier and skiing them down a slalom to then rate at the bottom how they were feeling, just as a way as a temperature checking how people's mood and energy levels were. So you can turn not just retros into experiences, but town. Ага, все, я понял, кажется, логику, что он делает. What I'd like to highlight to you folks is that it's not all roses. Every now and then you will have some people that aren't as into fun styles, and they will want to focus on work just being work. But the 99% of feedback I've ever received. Кто-то скопировал доску и случайно ставил ее сюда же. People appreciate the effort. I've created Star Wars themed ones, Home Alone themed ones. Давайте посмотрим, что у нас, где мы находимся. Ой, тут многовато еще. Тут такими темпами на часа два. Ну, прикольная доска. Я ее не переведу, конечно, наверное, тут много текста. Но рекомендовать могу. Ее, эту доску можно раздербанить. Раздербанить нужно. Так. There are musical retros, so Queen, Daft Punk, Prodigy, and Journey. There are
Вот, смотрите, офигенно. Я не все видел это. Офигенно. Он не показывал часть из этих вещей. You could be playing Game of Thrones music Круто. and creating the atmosphere. Да. So who doesn't like to go? То есть тематику, вот он очень хорош в том, что тематику натягивает. Посмотрите, сколько классных вещей. Супер Марио у тебя есть, и ДНД, если нужно. Игра престолов, игра кальмара. То есть то, что откликается твоей команде. Работают мультикультурные вещи. Офигенские доски. Вот просто... Вот прям, да. Надо брать, надо брать. So myself and many other great creators out there are building these thematic templates and making them available to everyone to access. В общем, Крис Стоун офигенный, ребят. The beauty of the things like Miroverse is that these days, with a few clicks of a button, you can plug and play, use a template in seconds. Whereas in the past, I used to have to find a tastycupcakes.org visual and then go to my meeting room probably half hour before time to draw pretty pictures on a board, and then it would be time consuming. Whereas nowadays, it's freely accessible and instantaneously you can be taken into a bit of an experience. So try the Miroverse, access templates available, and then if you do create anything yourself, share it with the world. Let them benefit from your creations. Now, let's do a bit of practice, shall we? Так, практика. Я тоже хочу практику. It's going to be difficult because I need people to use the Miro board for this. What I'd like you to do is help me to choose a meeting from these three options that you would like to practice turning into an experience. Ретроспективы. Давай, ретроспективы. Daily sync, and when I say daily sync, ретроспективы. Stand up or the daily scrum or whatever you choose. Выберите встречу, которую мы будем перетаскивать в экспириенс. Окей, давайте. Ладно, ретроспективы проиграют, потому что они проще всего. Хорошо. Да, давайте я тоже в Daily Sync перееду. Okay. Daily Sync. Почему бы и нет? So the Daily Sync is the clear winner. In fact, we've run out of post-it notes, so we win. Now, what I'd like you to do next is share what you're passionate about. What we're going to do is we're going to get a perspective as to what people want to turn this Daily Sync into. What are you passionate about? And we can use that Что to тебя прям this audience's microculture страстно дает тебе, да? Daily Sync into something a bit more interesting. Быстро зажать какой-нибудь, чтобы никто не украл. Давайте, что меня вдохновляет? Пашинейт. Что меня пассионарит? Пассионарит меня. Окей. Фигни, пускай будет. Марс. Ой. Add more post-it notes as you see fit. Look at that. Loads coming through. Heavy metal, cycling, dogs. Right. We're going to give it another 15 seconds for you to get your thoughts in, and then we're going to see how Miro voting functionality behaves given some of the challenges we have. То есть он показал, что в принципе можно в любую штуку уйти. Круто. Йога, Cats, Movies. BTS. Отлично. Вино. +1. Так, давайте лайкнем. Alright, if I can ask you to pause adding new things. Pause adding new things. We need to do a vote now. Что ты хочешь от нас? So what I'm going to do is kick off a vote. Как видите, 277 человек работают. О, как круто. Не, мурашки по коже. В вот сейчас, когда заработала доска в интерактивности, конечно, вотинг. Господи, 2 минуты. За винишко голосуем, да, ребят? За винишко. Конечно. Где оно было здесь? Блин. Вот, вайн. Вайн. Папины шутки. Хорошо. А сколько у меня? Вот, 3. Комедий. BTS. Ну, конечно, давайте BTS. Ну, просто, что это
Как ты себе представляешь, а? Hopefully everyone's getting their votes in. BTS. Все. 33. What I'm going to do is, whilst you're voting, I'm going to talk to you about a technique I like to use that helps me understand the microculture of my team. And it's called the Wall of Us. So you get a place on your virtual whiteboard. Art, baseball, nature. And you use icebreakers to learn about your team's passions, their interests. Just use one a day, one meeting a day, perhaps in your daily sync. And just ask and make time for human interaction. Мне очень интересно, какие будут сейчас выводы. Just avatars on a screen, names inside a circle. We are humans with passions, likes, and dislikes, and we should leverage, the passions that we have, and we can use them to make experiences for people. So ask an icebreaker once a day. Break that ice. Learn about the human behind the laptop. Давайте напишем ему пока что он клевый. Start to build up your wall of us. Крис. So you can use your wall of us to share some of the common themes you start to see, and you can start to see trends. You might learn that a team is hugely into video games or music or otherwise. I've used this technique, and I'll share a story with you. I was once working with a team in Mexico, and this team, Мексика, да. Кстати. They had a lot of delivery deadlines. Культурные коды, да. They only ever spoke about work. Now, I joined this team to help them out. And one of the first things I introduced was icebreakers. And I remember very vividly, the question came up one day, what was your favorite childhood video game? And we learned through that simple question that two people on that same team who had been working together for years loved the same video game, and they arranged to play that game together that evening. We learned that other people in the team also enjoyed video games. And before we knew it, we had themed meetings. We had Zoom backgrounds that were from Halo and Legend of Zelda and otherwise. We had retros built around video games. We had team names that were it became a video game themed team name rather than just the generic one they had. So we learned quickly through using icebreakers what the passions of that team was, and we used that to our advantage. Now let's see how the votes has favored us. Results. Вот, с одной стороны, там уже следующая активность, конечно, сейчас начнется. Но тут интересно. А чё? Food is the winner. Right. А кто? Food is the winner. That's what we're going to turn an experience into. So sharing my screen once more. We're here. This is the wall of us I was telling about. Подожди, я не понял. Что выиграла? Крис, что выиграла? Trance classics and Linkin Park. You've got books. You've got you can share all sorts of things on here. But by building up a visual like this, you can then learn the passions that your team have. Travel, food. Ну, food так food. So we've chosen. The audience has chosen. Now, let's practice. I'm going to bring your attention to here on the Miro board now. Can everyone see my screen? Is that working? До того был экран про то, что где можно искать вдохновление, да, то есть какие-то кросс-культурные вещи. So here's a little bit of inspiration. If you could hear my audio, продолжаем if you здесь. can hear my audio, folks. Can you hear my audio? Чё? Yeah. All right. Did you hear the countdown timer a minute ago? Чё? I'm seeing yeses and nos. Okay, some of you fortunately have audio. Okay, Daniel Hogg, I see you. Right, so this is some inspiration for what we're going to do next. Here's some examples of how I've turned a meeting into something a bit more energizing with music and movie themes. So let's try a bit of this. The Eye of the Tiger. If this was a music theme, we could be saying Eye of the Tiger rather than asking, what did I do yesterday or what am I going to work on today? You could be asking your team or asking them of each other, where do we need to rise up to the challenge? Where could we compete if we showed the Eye of the Tiger, right? We could be saying, hey, we're living on a prayer right now. Where are we living on a prayer? How could we pivot to improve our chances? We could be saying, prodigy, breathe. Where am I breathing the pressure? Where do I need a bit of breathing space today? Because, hey, I can't get you out of my head. What shouldn't we stop thinking about? What should be our biggest priority right now? Or last of all, one of my favorite, we are the champions. Where do we feel like champions and what successes do I want to share today? Okay? So that's just an example of how you can do it musically. What about with movies? So let's embrace the musical themes. Mischief managed. What did we get done that others should be aware of? What did we do that contributed towards our team goal? Oh, I can see someone's moving some stuff around. I realize this part isn't locked. Doesn't matter. We were saying, you can be my wingman anytime from top Вообще тут опять ничего не заблокировано. Ребята рисковые парни. Никогда так не делайте.
Where could I do with some help to get something finished? Or you've got a friend in me from Toy Story. I'm available to help someone today who needs some support. Вдохновление. Слушайте музыку, смотрите кино. What's concerning us we need to talk about? Все логично. How do we move past it together? So we can use themes to make our meetings a little bit more exciting. So there's a few examples from music and movies. It's our turn now to use food to try and turn our daily meeting into something a bit more fun. So the theme is food. All right, we are now here on the board. What I'd like you to do is share your thoughts. What could we be doing? What could we do that's food themes that might prompt a team to achieve the outcome of a daily stand-up or sync or scrum? Now, obviously, the intent of that meeting Что мы можем сделать? Transparency, maybe Да, то есть как мы можем из фуда что-то извлечь, какие-то поинты, которые можно потом использовать для создания интересного, увлекающего daily митинга. Food themes Мозгоштурм. from a daily stand-up or daily sync perspective. I see lots of ideas coming through now. And what I'm going to do is I'm going to take a look at some of these as they come about, and I'm going to try and turn them into some ones that we agree are good on the right-hand side. It's a nice big one in a different color. Как Looking бы, for about да. three I find is a good number. Now, what I tend to recommend is that you pivot and you rotate the questions that a team has during Смотрите, a daily пишут sync or даже daily все равно не stand-up. все. Но какое Probably every огромное month or количество so, so людей. just Вау. refresh them Это once in a успех, while. Крис, Rather это than just being, успех. what did I do yesterday? What am I going to do today? What blockers do I have? Using different language can result in very different insights. A very quick example of that is nobody likes to admit they've got a blocker. Having a blocker suggests I'm stuck with something. It maybe questions my integrity that I can't achieve it alone. Whereas if you switch that language ever so slightly and say, hey, where could I be helped today? Or what would move me прикольно. forward? You tend to get very different responses. Вопрос, да? Как мы можем сделать более спаси, да, то есть такой пряным. So, let's have a look. What am I hungry for? How should we spice things up? Yeah, so, yeah, interesting. Let's chew this over. What do we chew over a bit more? Вот, это его фишка. Он превращает действительно вопросы, которые, скажем так, обычные ретроспективные, обычных митингов, в стилизованные вопросы под ту тематику, которую он выбирает. И сейчас, по сути, мы видим весь алгоритм создания его досок. И это unbelievable, это круто. Про это надо писать, про это надо говорить. Я очень здорово, что я здесь сегодня. Вот не пожалел, ребята. Вот сейчас очень здоровский, классный интерактив. Крис Стоун очень классный. What else have we got? Making a charcuterie board. Love those things. What's burning? Yeah. So what's not going well? What do we need to focus on? Так, а куда ты пишешь, Крис? So you can see here, all I've done is I've taken a few food-related themes. Твои большие, что ли? I'm aware it's making you hungry, folks. It's close to dinner time in the UK as well. I'm sorry. It's very easy to turn a theme like food into да, different вот Крис здесь у нас questions написал. that celebrate the fact that, hey, we're all human and we love food, right? So I imagine, I mean, just give this То есть a go. отсюда из этого облака Grab он any of взял these questions and give this go with your team and let me know how it goes. 3 I'd love to see how вопроса. it goes. But it's very easy to take a theme and turn them into different ways of asking questions that still result in the same outcomes. Shared understanding, transparency, collaboration. Каким рецептом я должен поделиться с моей командой? Круто. What might help us progress? What left a bad taste in my mouth yesterday? What's consuming you? Что у нас пригорело? Вообще офигенно. Вот возьму прям. Это надо брать. Это прям надо брать. Это надо использовать. Готовый алгоритм. Как делать тематические встречи. С моей стороны, с точки зрения, он, конечно, немножко в ретроспективу скатывается сейчас. Я согласен, не укладывается в голове 3 сотни человек.
it's a toss-up between retrospective and sprint review. We might even have time for all of them. So let's drag our attention to a retro quickly. What was second voted? Let me see. Second highest vote. Oh, did not mean to do that. Second highest vote was Travel. Okay, Travel на втором месте. И мы ретроспективу в стиле travel будем делать. Второе место было в голосовании тематика ретроспектив. Второе место в голосовании тем было travel. Я даже убил немножко. How could we turn a retrospective from a standard stop-start continue into a travel-themed one? So what we're going to do here now. Заготовка есть у него, видите? And if any of you are savvy with Miro, feel free to jump onto Google and find some travel-themed imagery we can put on this board. And what I'd like you to do is start sharing your thoughts on these post-it notes as to what questions we could ask that are travel themes that might prompt a team to improve, to generate some insights as a team. We also need an icebreaker. I mentioned the power of icebreakers. What icebreaker that is travel themed could you have as a team? For anyone who isn't able to access the Miro board, feel free to share your Если вы посмотрите его доски, они похожи на этот шаблон, многие. Именно доски ретроспектив. Я не помню, чтобы я видел его доски, которые он делал по дейликам. Но по ретроспективам я видел много. Да, вот эта фишка, давайте запромптим только big image сразу же. Слушай, ну, смело разрешить 300 человек закидывать свои промпты сюда. Ну, смело. What's your dream destination? Yeah, you could just say, as an icebreaker, share a picture of your dream destination. Вообще круто. You could have a picture of mountains and a beach and get people to rate which one they prefer by I'm very excited. Where have you been? You could share photos for it as a team as to where you've been around the world and learn about others. So many you could do. What about some of the prompts we've got? What delayed us? Yeah, so where do we have challenges? Накидываем промпты. What got cancelled? What's stopping us from making progress? Great question. Any special trips? Okay, who should I travel with next time? Who should I pair up with, or how could I help someone else in the future? Да, вот мой travel скорее вот так бы ассоциировался. Куда-то в ту сторону. Следующий слот уже там идет. Да пофиг вообще, здесь хорошо. Он заявлен был как 30 минут, мы здесь уже час. Почти. Сейчас будем. More images of camels and things appearing. Love it. And then, yeah, some powerful quotes. Success is a destination, not a journey. Просто интереса ради, сгонять. So what I would do is, after ideating, and by the way, I encourage doing this with your team as well. You don't have to just build this in isolation. Destination. Or have them pick a theme like we've done today, and you could create a brand new experience with them that aligns to their needs and their perspectives. If you create something with them, they're more likely to be engaged as a consequence. So it's an experience that they bought into. And you can see from practice here, you create a new theme, a new retrospective with them, and then you can run that going forwards. And then you could try another one next time. So very quickly we've turned a retro into a bit of an experience, and we've turned... То есть, смотрите, здесь просто расставили промпты в тематику и поправили вопросы в тематику. So we could have a Cluedo themed sprint review. We kill the product. How do we do it? And work backwards. So using some reverse brainstorming. You could say, hey, if we had a magic lamp, we've got 3 wishes, what will our product do? And then work with those stakeholders at a sprint review to try and achieve those wishes. And then lastly, what would an Amazon review say about our product if we imagined it 3 months in the future? Number of stars, some of the comments. Yes, that can be a bit of a pre-mortem, but there are techniques you can use to achieve the same outcome as a sprint review. A sprint review, obviously not necessarily just being a demonstration of what you've achieved, but a feedback loop with your stakeholders that help you build better products. So let me just check once more. What was our third top rated idea? And we've had food, we've had travel. Number 3 was music. So let's try and create a music themed sprint review.
По аналогии с предыдущими двумя активностями, теперь мы говорим музыка и для спринт-ревью. Какие вопросы вы зададите? And again, I'm going to consolidate a few bigger options to the right-hand side. These are just questions you could be asking your stakeholders whilst playing music, because any excuse for music in meetings, I'm a fan of. Yeah, so we've got overplayed. Where have we focused too much of our time? Where do we need to refocus? The loudest issue, yeah. Давайте посмотрим, что он у нас пишется. Have a good song. Overplayed. Well, have we focused of our time and energy? Where do we need to refocus? What are we not listening to? Ну, окей. Ну, можно покрутить бы, мне кажется, еще вопрос. Там, кстати, были интересные вопросы. И, в принципе, тут огромное количество. Ну, коллективный разум, понятное дело, работает. Тут вот просто извлекаем. The loudest song. What stakeholders are not listening to? Our Again, top there are so many priority. options at your disposal to bring But right now, a musical theme to what should we an otherwise be generic playing meeting. the loudest? Самая громкая folks. песня, да, про It's time to приоритет, если reflect брать. and Так, recap как нас on перекинул. this session. So, if I could leave you with any message, it would be to celebrate those microcultures. Leverage the power and the passions and likes in it and dislikes of your team and build experiences for them. I emphasized how build it with them and they will come. So to quote the Field of Dreams, То есть, build it together смотрите, and they will ребят, come. вот здесь People will be more likely to turn up to and be engaged in a meeting if it's something предложение they've been party to, if they've делать created it with them. вместе. Continuously involve your meetings Вот as well. в чем So don't just прикол. let them become stale and repetitive. Build in feedback loops to all of your meetings. It's very То есть simple to do. предложение перерисовать, переписать So often I have observed сначала that meetings вместе become и part чуть of ли не the furniture вместо and just get put in айсбрейкера это diaries and stay использовать. that way forever. Whereas you could simply build in a feedback loop, a question at the end of each meeting saying, hey, how could this have added more value? Or how could this have been a better use of your time? Or what should we be doing more of? What should we be doing less of? Ребят, Or indeed you could say, услышали? rate this Это meeting on a очень scale of 1 круто. to 5. Давайте 1 was the worst use of my сделаем time, это 5 the best use of my вместе. time. And last of all, if you create anything И new, они like we've done придут. today, share it with the world. Let people benefit from your creations. Help me to turn Вот это я these понимаю, into вот это воркшоп. experiences for others. Вот это Now воркшоп. you will see Вот это I've created a feedback мастер-класс. loop inside this very workshop itself. The World Cup is 5 days away. The way you can share your feedback is by placing these little white post-it notes that are footballs inside the goal, right? Now, if I've scored a goal by the way I've delivered this workshop, then the post-it notes, the little ball should be inside the goal and away from the keeper to represent we've scored a goal today. If this has been a bad use of your time, or it could be better, place the post-it notes outside of the goal or at the keeper to represent the fact that he saved the ball. Давай вот сюда. Win. Share your feedback and add any comments like people are doing there today. Add any comments that let me improve this workshop itself. All feedback is welcome. I'm very thick-skinned and it will help me to improve the way Интересно. I do this. And thank you for being patient with all the tech что у нас? issues we've had at the beginning. Hopefully this has been something you can follow on and learn a bit from regardless. Win. Whilst you're sharing your feedback, I'm going to have a quick check as to some of the comments in case there's any questions. Wow, amazing. Amazing. So, Suomi, I can see there. How could we turn more meetings into experiences? Quite simply, pick something that resonates with the audience and ideate. Try and turn it. Ребята, это лучший мастер-класс за 3 года на конференциях. Лучший. Готовый инструментарий, алгоритм, выводы, все структурировано. Very engaged, то есть very engaged. Now, I can see there's lots of good feedback, so thank you for attending my session. Last thing I'll draw your attention to И is a здесь little bit давайте about еще me. сделаем. So you can connect with me on LinkedIn. Огонь. I share lots of content, retros, templates, and otherwise on my LinkedIn. So connect with me there. I also have a YouTube channel. My website, you can find that here as well, where there is
Ну, у него есть книга, смотрите, вот такая зоровская. Надо брать эту книгу. Купим. Отлично, вообще. Просто best. На 300 человек все удержал. Все выдержал. Как сделано, что сделано. У меня просто потрясающее впечатление. Это great session. Это реально great session. Okay. Хочется посмотреть, что у нас здесь. Лайв. Зайдем в стейдж. Через 1 час. Вот Miro Reels. Давайте загонимся. Что у нас тут в Miro Reels идет? На секунду заскочим, просто посмотреть-то, что это такое. Так. Clear articulation for whom to go after. And the winning moves are then about articulating how you plan to win on this playing field. And in this statement, we can find 2 articulated winning moves. One being what's the value proposition, which is trusted and convenient face-to-face financial advice. And the second one is about the distribution channels, which is articulated through the national network of one financial advisor offices. Так. Now, let's take this statement as it is concise and articulates a choice, but we need to make it more tangible in order to Как-то derive это не очень meaningful Reels, goals. ребят, если честно. And the first step we're trying to do, we're doing here, is to basically ask ourselves the question: how do we know that we have won? How do we know that this strategic choice has panned out? And one of the most effective ways of doing that is to derive proxy metrics for this strategy choice. Now, if we look at this choice, Это не пишется, what it кстати. comes down to is the key attributes that are articulated in there. In this case, as I mentioned, it's about... Скотчем Sessions. Просто посмотрим, что у нас было. Так. Смотрим, что у нас сейчас идет. Где народ-то? Реально в Рилсы, что ли, ушел? Тын-тын-тын-тын-тын. В Sessions. Зайдем в Sessions. И чё? Давайте посмотрим, что это такое клуб у камина у нас, послушаем, чтобы готовиться к этому формату. Are you in Seattle, Jake? You know, I was in Seattle, but now I am on Orcas Island, which is where I grew up, and it's this tiny island up by the Canadian border, the middle of nowhere, basically. Oh my gosh. All right. Yeah, I see a bunch of people coming in. Awesome. Should we start? Hi, Cindy. Hi, Andy. This is Я не super буду cool. писать, откуда я, So we've got folks from Europe as well. I know. потому что не знаю, какая будет реакция. Thanks for hanging in there. Hang out with us over dinner. Awesome. Let's Да со start. всего мира, ребят, со всего мира. No, Давайте this is начинать. an intimate conversation. Some of you may know me. I'm Shipra Kayan. I'm the product evangelist at Miro. But before I became evangelist at Miro, I was a designer. Always been a designer and a facilitator. And been following Jake for a while. Вот прям хочется купить и подарить им микрофоны нормальные. Обоим. Conversation with Jake. Jake, you're like, I feel like everybody knows you as the author of Sprint, but you wrote a second book, Make Time, and you went from being a designer to now a VC. So there's a lot of experiences that you have. But I was wondering, how do you actually introduce yourself to people when people ask you, what do you do? Yeah, that's a good question. I Это mean, well, you have понятно. the Ну, same то есть это вот... situation. You do a lot of different things. Это же панельная And, дискуссия, по you know, факту, I да? Ну, kinda- то есть только не дискуссия на двоих, да? I always Поэтому это feel так. like the main, like I sort of divide my time between a few different things these days, and I'm working on some writing, and I'm an investor with Character Ventures, this venture fund that I started with my co-author John and our friend Eli. Давайте посмотрим, что у нас в других сессиях. Поищем мастер-классы, потому что прошлый мастер-класс, предыдущий, был абсолютно, тотально крутым. Кристофер Стоун не разочаровал ни минуты, ни секунды. Технические косяки вообще ему никак
не помешали, хотя оказалось, что ничего не полетит. Такое ощущение, что в рилсах сейчас прикольно, да? То есть, было в рилсах прикольно. Давайте посмотрим, что еще в других залах. A really global audience. Don't have an ERG, Stephanie. Other types of groups. Amazing. Awesome. So let's go over the agenda today. So we've already done our quick introductions. Так, ребят, это Эшли Дженкинс, автор доски, которая используется у нас в презентации, в конференции, и ту доску, которую я прожарил до старта конференции, как неудачную. I'm used to coming to ERGs and being able to interact with other members in person, and have worked for other tech companies where we have city-based ERGs and not necessarily. Давайте продолжим прожаривать Эшли. Эшли, дорогая моя, если ты делаешь презентацию, во-первых, у тебя есть презентационный мод, режим презентации. Во-вторых, это некорректно. Нужно растаскивать. Капец, это просто базовые ошибки. В-третьих, закрывай, пожалуйста. Закрывай просто мини-карту в правом нижнем углу. Это непрофессионально. Давайте задержимся здесь, попрожаривайте, да? Ну, что я там записывался? Привет. So let's talk about synchronous connections. So synchronous connections are when you're all together at the same time, similar to a meeting or an event where you're all together at the same time. Hi Natalie, thank you for joining. So for meetings, so we actually host our meetings in Miro on a Miro board, and we have a мне кто-то написал, прикольно. Different cadence for our meetings. In the beginning, we were doing it bi-weekly. We tried to cut that back down because of the meeting fatigue in coordination with the different time zones. So we're meeting about once a month. On a monthly basis, and it's for our Давайте перейдем на доску, посмотрим. Ну, вот смотрите, то, что показывает Эшли сейчас. Как она это делает, это не очень хорошо. Так не надо. You can kind of have like a watering hole or a hub where people can come together if you're not Если ты в режиме презентации, то отсекай, пожалуйста, таким образом экран, чтобы у тебя не было предыдущего и следующего слайда в кадре. Эшли не умеет работать с Miro, ребят. Что я могу сказать? Почему ей доверили такую важную вещь, как доска для всех? I don't know. I'm sorry, I don't know. So we use the frames as our presentation slide, and just as you can see from the very beginning, every meeting we set Эшли, перейди в режим презентации. Our meeting with an agenda and topics. So we're going through different things as we would with any other meeting, talking about a variety of things from company announcements. We really cater this messaging towards our groups. So with remote situations right now, it's Slack. And there's a lot of Slack messages that fly in and out, and so it's really hard to kind of weed through all of that. And so it's just we use Miro to provide those updates and look at it from like the lens of our different ERG perspectives. So, for example, Grace, I don't know if you remember, we did a talk and we had a Miro board for when we had our stock options talk about all the stocks that we have and how we can leverage them and what our stocks mean. And so we had messages that were sent out through our Slack channels, but we had specific sessions using a Miro board to discuss what the implications are for
using our stocks and all the information about that, because sometimes you need to go a little bit more deeper. Grace, I don't know if you want to share a little bit about that, because you guys helped organize that, our Somos ERG. Yeah, absolutely. So it was definitely just a conversation. I think it's important to note, obviously, we're talking about ERGs, diversity, equity, inclusion. It's important to note that people of color generally, probably it's their first time working with equity. I know that for myself, it was my first time working with equity. And just reading a Slack message wasn't enough for me to смотрите, understand здесь what was 41 going человек on. для сравнения. So what we did is we kind of just put together a quick meeting В with то время, Black как у Excellence нас ERG, and у pulled Криса in было 300. our stock admin to not really tell us what to do, because obviously they can't do that, but kind of dig deeper into what the implications are if you have vested stock and you decide to purchase it. What are the tax implications if you're in EMEA? What are the tax implications if you're in the US? You know, what does it mean if you don't buy your equity and you want to just let it continue to keep vesting until the company goes public? So just really digging into that, because that's something at least that I've never really gotten a full understanding. Давайте заглянем в какие-нибудь еще залы. Вроде как говорят... Вот сюда мы вроде хотели сходить. 4 будущего работы. В то же время... Опять же, да, все правильно почувствовал. Вот все верно. Но просто слушать будет сейчас мне тяжело, да, давайте попробуем воркшопы, что ли, найти. Using tech to supercharge your agile practice. В Reels заскочим ненадолго, просто посмотреть, что там происходит, меняются ли лица. Да, лица сменяются. We have the background, the 2 in-depth discussions, the wrap-up, and anyone else who's taking notes, they can capture their insights in the bottom square. Moving into the analysis, I tend to do this. Девочка вот владеет Miro. Молодец, чтобы она не была. A category of where things go wrong. I then have the topic, the problem statement, and I go one step further and I assess the risk, the wish list, and the success metrics. It's really important to call these out, because it then allows the product manager to prioritize which is the most significant category to address. Once a prioritization has taken place with my product manager, I then reach out to my Есть ощущение, что вот эти рилсы будут завтра крутиться до Варуна. И я думаю, что мы туда пойдем завтра. И есть ощущение, что они идут просто по кругу. Functionality, capabilities, features are actually feasible. And this is where the developers come in. To create the template for this, if I press N on my keyboard, that will give up какие-то простые вещи, да? Будут такие. So I'm going to select green. And here I'm going to add in my journey. I'll then give an example of that journey. On the right hand side, I'll then start to call out my features. Ладно, любопытно. Перескочим сюда. Давайте заскочим на секунду к фасилитаторам. Все-таки Джейк прикольный. Но они ничего не показывают. Они просто говорят. Это будет запись, рекординг идет. Это можно будет посмотреть в любое абсолютно время. Интерактив нельзя почувствовать интерактив. А здесь... It both makes the meeting go better for me, makes the meeting actually go better for the other person, because they know that I've either got it or I... Занетворкимся, давайте. Оп, фильтр. Фильтр. Что тут можно? Гибрид ворк. Как-то маловато. А можно свои создавать? Не, нельзя. Или джоб-роль. Это, ладно, завтра оставим. На завтра. На разгон. For Futures of Work. Что-то мало народу, пугает прям так. Facilitation, окей. Да, по всем пойдем, давайте.
По всем просто пойдем. Доклад, да? I'm a huge Miro fan, if you guys haven't picked up on that already. Так. Короче, надо учить английский и выдвигаться в следующем году сюда. Вот что я понял. Вообще на изи. В знак доказательства, да? Так. Тут тоже есть какая-то доска. Пускай она откроется у нас. Да, нормально тут. Looks like Max, your Тоже lobbying is соточка working. собралась уже, соточка собралась. А что делаем? Вот зашел не сначала. И чё? Share your challenges with Agile. Ну, давайте по доске прогуляемся, пока они тут что пишут, то, что нам... Right. Это все, что ли? Это все? Это просто доска... I know, it is. Вы серьезно? Вот сравните с тем, что было только что у Криса. И вот это все, да? Серьезно? Are you seriously? Ну, тоже имеет место быть. Ну, если надо вот быстро Okay, сделать. so cooperative campus it is. So Но what we're going to презентация у do них is we're отдельно. going to take some of А the things that зачем? we've learned about that David has shared about cooperative campus, and Или you'll это что-то notice другое? here the three different colors. We're going to start with these three. The bonus round Другая, just что ли, depends доска? on enough time, but I think what we'll focus on is focusing on cooperative campus. So I'm going to unlock. It's so nerve-wracking. Unlock this stuff. Отличная тут шутка. Miro Swarm, Miro Roy. Seeing that they're Официально gone это behind одна the из scenes here, форм ASMR. Okay, so you should have access now to the Yeah. sticky notes. So feel Согласен. free. Я согласен What с we'd like этим. to do is first question. Так, что там? What would our employee experience look like? You could think about your own company. What would happen to your company if you adopted the cooperative campus mindset? Why would people want to work here? What is the enticement for that specific type of work culture круто. for your company? Конечно, Now, I know круто. the industries Я не понял, что за ссылка была and на доску whether it's a какую-то, product, непонятно company, or абсолютно. services, all of that sort of impact it. So it's really exciting to see everybody pulling together and sharing a little bit of their own thoughts around each of these Попробуем questions. еще раз. But we're starting with the first one. And again, if you have any questions, Попробуем feel еще free раз to, зайти. Я не понимаю. Опять не понимаю ничего. Почему ссылка на это? I'm even going to start zooming in and reading some of these. Yep, exactly. Supportive colleagues. You're not in А здесь они competition показывают with совсем one another. другое. You become more Я of a хочу team, сюда. a true team-oriented spirit. Yep, a lot of collaboration, open-mindedness. Ooh, I like grassroots innovation. I really like that. Давайте Like that. соскочим. Мы где сейчас были с вами? 4 будущего работы? Давайте, using тех. In terms of how you work at BA Stage, how do you bring different tools together? Because I think that you probably have some really interesting insights to share there. Well, definitely. Considering the fact that we are right now in the middle of PI planning, program increment planning, for those that don't know it, which is always heavy effort, heavy time period for all of the teams. Looking at the numbers that you brought, I was looking at some facts, also interesting facts, for the two main tools that we're using to support PI planning.
Можно переключаться здесь. Это удобно, кстати говоря. Нет, в целом программка удобна. To everyone after I received all of these designs, and we ended up with this really cool, unique artifact of our year together, which I'm very proud to show off. And, you know, I love the fact that the designs were so different throughout what we made. I mean, people took pictures, they drew Смотрите, comics, в общем, they произошло то, что debuted life произошло. transitions, recipes. Ох, яркая Some Тесс people Диксон. really did do, like, the traditional zine design, and it was Произошло just то, что all really произошло. different. Мы задержались на мастер-классе у Криса. Абсолютно заслуженно. Но в итоге невозможно вписаться в какой-то сейчас вот другой мастер-класс. Ну, плюс ко всему прочему, они такие... So presentations. Little thing in their hand to show for it. Next is food. I don't think this can be glossed over in the world of nostalgia. You know, people love food, and we've been eating food since infancy, so our connection to it is very strong. I remember feeling an instant flood of nostalgia when on the show Scrubs, Turk puts bugles, corn snacks on his fingers and pretends to be a witch. Every American kid did that in the 80s when I was little. You know, like I have a bunch of memories of my brother and I doing that as kids, and, you know, we all did it. So instant flood of memories, right? Instant shortcut to connecting with people, or in that case, a show. At Tumblr, back in my past, for Oktoberfest one year, we had beer and pretzels brought in, and everybody got like these really cute little, you know, steins to take home. Давайте сразу наметим, куда пойдем дальше. So that was an easy win. But I know that for a couple of people on the team, they had grown up in Germany, and they were saying how much they really appreciated doing it, через 10 минут мы пойдем сюда. Кози, Джузи, Рил, Интерактив, networking экспириенс. Вот это интересная штука. Zoom у нас вроде бы есть. And even in a distributed environment, you can have staff share their favorite recipes. You could make a cookbook. You could make a zine cookbook. I mean, I just thought of that. But you could also ask a volunteer to do like a Zoom cooking demo of their culture's favorite snack. I think one time before a design ops conference, somebody showed everyone how to make dumplings from scratch. I made a massive mess in my kitchen, but I had an amazing time when the dumplings were cooked. Проверяем, что за доска тут у них. To that person, you know, who was showing так, me друзья. Кто-то, по-моему, пользуется чатом Coloring pages. So I call these the great equalizer because most grown-ups are helpless against a fresh pack of crayons раскидал and a по coloring всем page in front of them. одну и ту же доску. Ох, шалун. Crayons, that sort of meditative state that you enter when you're coloring brings back all of those kindergarten feels. So, you know, for in-person events, I think just having art supplies out on the table and having coloring pages out, even better if they're customized for your event, it diffuses a little bit of that natural awkwardness and pressure that comes with those situations. And I've had custom coloring pages designed for several team retreats. And I love watching people fill them up whenever they're listening or if there's a little bit of downtime during the day. And of course, the best part is everybody sharing a picture of their finished Слушайте, coloring вот это pages in прикольно, Slack кстати говоря. Ну... You could also do little art projects like this in Miro that are sort of meditative. I've seen. Например, сейчас она предлагает, что сделать, да, такую активность. Раскраску. Раскрашивают все. Распечатать, раскрасить. Да. И поделиться со всеми в Слаке. В специальном трейде. Not all of you may be married to a person like that, so let me know. I know a guy. Только вот один вопрос. Как это связано с Миро? Вот. А теперь отвечаем. Помните, с чего начинал у нас Пол Дарси? Он говорил нам про гибрид. Он говорил нам про то, что это лучшая вещь. И, в принципе, это такой, как некий лейтмотив сегодняшнего дня. Тоже. But it can just bring up these little nostalgic water cooler questions, however often you tell it to, so maybe once a week or something like that, and then you sit back and watch the fun.
I administered this bot while I was at Condé Nast, and I learned so much about people's interests and hobbies this way. And you can really set it up to emphasize Промпт становится просто словом дня сегодня. So you can ask people to Гибрид, share, like, промпт. Давайте what was your считать, что favorite еще у нас. vacation destination from the past, or what was your favorite childhood meal, or anything like that, and it really gets people talking. And it was just also a really nice reminder in the middle of the day that, like, hey, the people that you work with are humans. They're human beings with pasts and with interests outside of the computer screen. And sometimes you need that reminder. As a side note, Donut has a feature that will pair up two people at random and introduce them. And over the time that I used the tool, it made 613 of those introductions. And out of those 613 introductions, about 31% of them resulted in a real-time hangout. So they actually met up for a coffee chat or for a quick Zoom. And in an industry where people are always complaining about not feeling connected and not understanding what other people are working on, this is a good remedy for that. It's a nice opt-in because people who don't feel that way don't have to do it, and people who do feel disconnected can opt in. So, yeah, good tool. Shelfies are super simple. A few people did these at Condé Nast, and I loved it. You just take a picture of a bookshelf or a mantle or some nook in your house, and then you give people a tour of it via Zoom. So you can point out your favorite books, you can explain what kind of an impact they had on you, which everybody loves doing that. You can show souvenirs, your houseplants, your weird knickknacks. Like, Ну, как бы, с одной стороны, сейчас немножко сложно подумать о том, что... С чего все началось, то есть к чему она подводит, но вижу, что у нее там осталось 4 слайда, давайте здесь пробудем с ними. То есть она говорила сейчас в предыдущем блоке про то, что можно создать шкафы чего-то, в том числе, например, там, просмотренного на Netflix или Hulu и прочее. Это интересный доклад, любопытный. Много фишек и полезных примеров. Его надо будет разобрать, просто пересмотреть и разобрать. Like building a snowman or, you know, assembling a puzzle, because people immediately understand what to do. The second they enter the board, you see their faces light up. And, you know, beyond a line of instructions, you don't need to say anything. So, you know, it was really fun to see what people would create with this sort of thing. At Condé Nast, it was always something weird. We loved to try to out-weird each other. So, yeah, a lot of unique and interesting things came out of it. Mm-hmm. I also have a lot more of these templates linked in the board notes, so please enjoy. Last thing is making a list. You know, similar to the last slide, I wanted to do something like that, but more complex. And so Песчаный замок, да, у нас получается с пандемическими. Pandemic trauma. And after that, I thought, you know, now that things are opening up more, we should put a bow on that. You know, we should kind of like have closure on that discussion. So we made a pandemic sandcastle, and I put music on and asked people to list their answers to prompts on the sandcastle, like, what's the activity you miss the most? Who's the person you're going to hug first? What's the best TV series you binged? And it was a really honest but positive experience, and it was kind of fun to get to put down which answer. So... Интересно, какие вещи там, типа, мы должны... Ну, то есть, на самом деле, можно любой такой замок сделать. Например, то, что мы должны сделать до того, как закончится, условно говоря, локдаун. Не знаю, или что мы любили до того, как локдаун закончился. Он начался. Даже немного жалко, что не сначала, потому что классные были в конце идеи, предложения. Awesome. Thank you so much, Tess. I think we don't have any questions at the moment in the chat, only messages of adoration for all your ideas and a bit of a emotional, nostalgic moments happening in the chat when you were referencing those
moments from your past. Oh, good. Yeah, I really, really love this. It's really awesome. Unfortunately, I'm not able to pin a message in the chat, so I'm just going to repeat it again. This is a link to the board that Tess was just sharing. You can find templates you can use to incorporate these exercises and have more harvest nostalgic feelings in your team culture. Так, думаю, 3 And share минуты your own перерыв. examples on Miroverse as А этот well. доклад нужно будет And with пересмотреть, that, конечно, потом. that is all. Thank you so much for joining, and thank Thank you you so very much. much, Tess. Tess, Thank you. большое My pleasure. спасибо. You're Bye, amazing. everyone. Так, сейчас 3 минуты. Налить снова водички. Быстренько такую аналитику. Где у нас что было больше всего? Все-таки на фасилитацию. Ребят, фасилитация. Всех интересует фасилитация. Просто вот 315 человек туда, 315 человек туда, сюда переходит. Действительно, вот Miro и фасилитация сегодня... Miro — это лучший инструмент для фасилитации. И даже вот интерес, куда люди идут, которые пришли на конференцию Miro, вот он об этом показывает. Это круто. Это круто. Это наша тема. Все, через 2 минуты мы пойдем в Кози Джози, Джуси и прочее. Ну что, давайте попробуем с Кози Джуси Рил. Все, перекидываемся сюда, будем смотреть, что здесь нужно будет. Еще не началась, и пока как раз Кози Джуси Рил у нас не начинается. Вот, с одной стороны, прикольно, что все идет такое плотно, одно за другим, но где-то даже возникают в результате накладки, и, конечно, не хватает таких 10-минутных там пауз и прочее. Вот в прошлом году это было. Было чередование, насколько я помню, то есть были все-таки 10-минутки. Не так было, получается, не так все-таки было плотно, что ли. Ну, то есть, то ли активности там менялись, то ли что. Ну, было все-таки возможность сходить в туалет банально, как бы это смешно не звучало. Здесь как-то не сложилось. Ну чё, где у нас Кози Джуси Рил? Кози Джуси Рил. Давайте посмотрим, может вообще нужно в другое место идти. Hello, everyone. Угу. Пум-пум-пум-пум-пум. Вообще 32 минуты уже.
Она закончилась, что ли, наоборот? Я вижу thank you. Она же должна только начаться. Нет? Она что, закончилась? Я пропустил то, ради чего пришел. Nope. Nope, please, nope. God damn my no. No, please, no. Так. A virtual board game. Перейдем в Zooms. Zoom. Вот Мина. А я вот, если хочу пустить конференцию. Ой, придется сейчас еще настраивать. Ну ладно вам. Да бросьте. Ну, придется. Пока подключимся без видео. Это любопытная история. And that's where you're going to spend most of the time, is hanging out, kicking back, getting to know each other a little bit. And then the last 5 minutes will come back for a short checkout. For those who are just arriving, welcome. It's great to have you here. And we're just introducing ourselves, so you haven't missed much. Jed, Sophia, we won't go into the details because we want most of the time for you today to be in game time, where you're going to have fun and get to know each other. And we mentioned this at the beginning of the event. Ideally, it's a cameras on. Ребят, сейчас пробую Zoom захватить, потому что... Much more fun to experience the game with everyone's smiling, happy faces. Has anyone here played Cozy Juicy Reel before? Hands up. Oh, yeah, Lucy with 2 hands. We got Lucy here. Great to have you here. Okay, so I think we're gonna dive into it, and the people who arrived during the video will just catch them when they come in later. So what we're gonna do is I'm gonna share my screen. That means I'm gonna turn off the lovely background music, and I'm gonna share my screen and show you the first of 2 videos. So this one is how to play Cozy Juicy Reel. And like I was saying, the mechanics are super simple, but you want to bring your full attention, because if you have other things on your computer that are open and distracting you, then you may not know what you are doing when you're in your breakout room. Okay. So I'm going to get that video queued up. Here we go. I'm going to push play, and we'll see you in 3 minutes. Cozy Juicy Reel is a board game with a very ungame-like purpose: to create fun, authentic, and connecting interactions. The aim of the game is to get to know each other, and you'll do this through questions, challenges, and activities. The winner is the player with the most points when the game ends. In the center is the game board. On the board are 5 decks of cards, and around the outside are the player mats, where each player holds their purple spark cards and collects their points. All players begin on the space that says Start, and you'll move clockwise around the board. When the first player Я не знаю, что вам reaches the сейчас lightning видно, bolt, и видно the ли вам game что-либо. ends. Чувствую, If you что have ничего не time, видно. you'll enter the bonus lightning round. When you're finished, count your points and find out who's the winner. Okay, let's get into it. Ничего не видно вам, я так понимаю. 5 decks of cards. К The сожалению. cozy deck. These are get-to-know-you questions worth 30 points. Попробуем еще раз. The juicy deck are a little juicier, worth 40 points. The real deck, these are real questions, worth 50 points. The random deck are group challenges, and points vary depending on the challenge. And finally, the bonus lightning deck. These are guessing games, each worth 60 points. To start, choose a character by double-clicking where it says your name. Whoever chooses player number 1 goes first. Everyone starts on the space that says Start, and the start space is green. So everyone draws from the cozy deck on the first turn. The cards you draw are for you. You'll read the card out loud for all players to hear, and then you answer the question. After you answer, collect your points by dragging the card to your points area. Then move your character.
Each card shows how many spaces to move. The space you land on dictates the card you can choose on your next turn. Не получится у нас, видимо, в козе продемонстрировать. Не хочет абсолютно. Я на самом деле вспомнил эту игру. И потом я ее, видимо, скинул. Что еще поделать-то? Не хочет. Зум сюда. Выходить, выступать. Поэтому вернемся мы с вами туда, куда мы хотим. Welcome to session. Ну, давайте к лучезарной Джинни заскочим. А то картинка будет не полная. Не полная картинка. And show you that I've created a bit of a parking lot below my workspace so that I can park different items that are maybe interesting or came up during my flow, but not relevant for the organization of my work task right now. So I'm going to drag over that sticky for the vet appointment into my little personal spot. You guys can get a quick look at my personal to-do list. Mail some gifts, touch up the paint, book a vet appointment. So it's really nice that I can just use the visual nature and the spatial nature of Miro's canvas to help me push and pull ideas from one spot to another. So here's the personal Быстренько глянем, куда еще можно сходить. Is the work business. So let's go back to that. All right. I've got those work tasks right here, and they are good prompts, but they're not exactly very actionable. So I can then take an additional Очень смущает, что не ведется запись. And you can do that really quickly by selecting multiple of the same object at once and transforming them into something different all at the same time. So if you've never tried this before, I highly recommend it. Just click and drag across several objects. If they're all the same type of object, you can transform their style with one click. So I will go up here in the context menu to say switch type. You'll find it all the way to the left-hand side. When I click on switch type, I can transform these humble sticky notes. Это, кажется, предзапись, да, у нас, Дженни? If I wish, but what I'd like to do is transform them into cards. Now, cards allow me to add a lot more information, detailed due dates, assignees, etc. So I find that'll be really helpful for me as I add additional layer and break down these tasks further. So I'll click on the card feature right there, and as you can see, I immediately transformed them into something different. So what used to be stickies. Ну, да, превратили мы все это в карточки. А кто этого не знает, тот тому пора пройти видеокурс Miro Старт. Заходите на миротворцы.ру и записывайтесь на Miro Старт, если вы вот этого еще не знаете. And then maybe I want to also like connect with the team. Just like breaking this out for myself. Now the nice thing about cards is that you can add this layer of information in addition to some other things, like for example saying its status. If it's a to-do item, I can say that right there. I can also add a tag to this. Maybe I can say that this is related to the financial kind of part of my work, and so I can just indicate that there with a tag and add it just like so. Окей, Дженни. Окей, Дженни. If the date is important here. Так, ладно. And make that date toward the end of the year. Что происходит сейчас на экране? Дженнифер рассказывает, как превратить ваши стикеры в cards, объекты специализированные. Она наполняет их описанием внутри. So I'll exit out of that card and check it out. It looks a little bit different than some of my others. And it gives me a little bit more information quickly at a glance. So I love using cards to help Вот то, что она ставила дату, то нигде у вас не будет отражаться. Я вам сразу говорю. Это как раз то, что ждем завтра от Варунчика, что приходит он, и как заявит, что наконец-то будет календарь. Но календаря пока нет. Пушой нету. From top to finish. That way, I don't feel myself task switching too much. I find that a little bit more helpful. So I'll go ahead and sort these tasks into their relevant groupings.
So that budget task went into the team section. I need to reply to that email about next month's event. That's related to some content. Okay, I need to review some data. Если это выглядит любопытно, то это плохо будет работать. Вот такая организованная доска, ребята, она... Если у тебя задач появится больше, тебе что нужно делать? Накладывать их одну на другую? Или, может быть, растягивать вниз? Хороший вопрос, правда? А у тебя внизу уже вон паркинг лот есть. And organize them in the Eisenhower matrix. And that helps me determine what's urgent and what's important and what's not. Really helpful tactic to make sure I'm focusing my time and energy on the most important things. So that client presentation that I added here, that's actually pretty important. Справа матрица Eisenhower, кстати. Because it's due soon. Next year's budget is important, but less urgent. So let's go ahead and put that here too. And then let's do one more. I need to schedule a call with a designer contact. А вот тут методически хочется докопаться, на самом деле, с точки зрения того, что, смотрите, тут хочется очень докопаться, то, что, дорогая моя, а зачем мы по темам раскидывались сейчас? Если, во-первых, у тебя есть теги по корзинкам, а во-вторых, ты вот сюда это потом раскидываешь. Зачем? If you'd like to use the Eisenhower template for this purpose, you can actually access it right now. Just go to the template library. It looks like these little squares and rectangles in the content menu. И что мы сейчас из меню шаблонов извлечем? In the search bar right here, and it'll pull it up for you. And if you've never tried one of these templates before, just click preview. It gives Типа это делала не она сама, а в принципе взяла уже готовое. Да, Eisenhower матрица готовая есть. Да. И еще больше 1000 других шаблонов. На самом деле, да, 1000 шаблонов уже плюс. Об этом читалось в Miro в этом году. И радует, что большинство из них скорее как шаблоны Криса Стоуна, Кристофера Стоуна, которые мы видели. Потрясающий просто мастер-класс. Обязательно всем смотреть, обязательно всем брать себе на вооружение. Best. Это не рабочий шаблон, я вам сразу говорю. Вот этот шаблон, который мы сейчас видим, он не рабочий. Ну какая она довольная, посмотрите, ну какая она позитивная. Все. What if I have questions? What if I need context? Joe thought of that before I got here. So let's go to her board. And I want to show you that at first glance, and I know what you might be thinking, this is quite a complicated looking board. There's a lot of stuff on here. And I think that's very normal and natural. I just want to reassure everyone that when you use Miro regularly for lots of different types of work, including initiative work or creative work, boards can evolve organically and spread out over the canvas, and with its infinite nature, it really makes it easy to include everything here. So just a quick tour, you can see that Joe's brought in the content that she's already working on above so she can reference it. All of her research and prototypes are in here too. And, you know, I know she wants me to give her feedback on something here. This is what our last discussion was about, but I don't know exactly what she wants from me. The cool thing is that she used a new feature that we have called talk tracks, where she recorded herself going through the board and asking me specifically for feedback and narrating some of that context and some of that information that would probably take a long time to type out. She did so on video. It's going to make it really easy for me. So I'm going to open that up with you all. We're going to watch it together. And I'm going to use that recording to guide me so that I can quickly give feedback and then move on with the rest of my day. So let's go over here to the facilitator menu. We're going to open up that talk track. Опачки. You can see Joe's made a few for me already. I'm going to click play. Опачки. Hey Jen, I wanted to give you a quick status update on the revamped Miro for the workshop video webinar. So over the last few weeks, a lot has been accomplished. Really looks like it, yeah. Я сейчас офигел. See Joe's cursor, it's really handy.
Запись доски. Interesting. I'm actually going to pause the recording right Of course, here, just to interesting. show you again. Как ты это сделала? Menu right here, this little toolbar that allows me to see the length of the recording, and then I can pause Joe during her Ага. explanations. Есть гипотеза, буду ее завтра проверять. Это похоже в приложении у нас, да? Можно так бахнуть-то. Where she said, "Hey, I want to make a prerequisite happen for the Miro Essentials badge." I'm going to leave her some feedback and Вот say, это я like, сейчас hey, Joe, офигел. let's talk about like how that could be done. And maybe we need to go back and forth on that one, so I'll just make a note for us to Там еще ускорение можно делать. Я вижу отсюда. Вы гоните. Да вы гоните. Да не может быть. Да вы... Офигеть. О, Дженни. Дженни, thank you. Section, we want to encourage users to gather inspiration from the Miroverse. Wondering if we should point users to a specific Miroverse template or keep things open-ended. Interesting. Okay, so she just asked me for some specific feedback on this section, on her outline. Should we look at a specific Miroverse template or should we keep it open-ended? I actually have a question for her. I can say, great question on this section. I would actually love to hear what she thinks. Like, do you have a template in mind? You know, I'm really fond of the Monster Workshop by Nina Tor. If you've never explored it yet, I highly recommend. Great icebreaker and introductory, you know, kind of session for your workshop. Helps people learn how to use Miro really effectively too. Короче, so надо ставить приложение похоже. I love the... Веб-версии это нет точно. Она сейчас работает через приложение Miro. Anybody ever type in front of others and always misspell everything? Я не видел этой функции в changelog'ах. Я, конечно, я читаю changelog'и постоянно. Либо это будет нам завтра Ворончик заявлять как новую фичу. Но вопрос, почему тогда ее сегодня показали таким образом? That's really interesting too. So she's asking, is there enough information here? And you know, I really like some of the features that что сейчас происходит? То есть Дженни, Дженнифер, наша замечательная, она зашла на доску, она включила запись, которая была доски, и она отвечает через комментарии. Сейчас просматривает запись и отвечает через инструмент комментарии. And then I was able to follow along with her, leave feedback directly onto the board, and then I can just exit out of that recording. And now I'm on with the rest of my day. So handy when you're trying to hand work back and forth between different time zones, different team members, different teams entirely. So I really encourage you all to check out TalkTracks. Really great resource for this back and forth work. Я очень хочу сейчас прямо от восторга сматериться, но держусь. Держусь. Зашел на 5 минут подглядеть ради шутки, да? Я допускаю, что я глупый. То, что я не знал про эту функцию. What Joe's been working on. You can see that she's got a prototype right here of what the board might look like. And, you know, I'm not really fond of this font. I know she didn't ask. Classic manager. I'm just going to leave feedback when not asked for it, right? So I'll just say, like, hey, let's, like, think about, like, different, like, font options that we might try for this. So really lovely way for us to both do the work, share the work, and then give feedback on the work. Ну да, когда вы готовите какой-то продукт, именно как доска как продукт, или визуальный продукт, прежде всего интерфейсный, это очень удобно здесь вот так размечать комментариями. Если честно, я себе размечаю комментами какие-то вещи, что где нужно сделать, и потом выполняю, ну как задачник внутренний на доске делаю. You might find this familiar if you've checked out the Miroverse before, looking for some of our skill building exercises inside the Miroverse.
But this one in particular focuses on building presentations in Miro, and it's really beautiful content that was created by Madison, someone on my team. And so what I want to do is, in my last step for today, is see if this could work as a client presentation, where I could record myself giving this presentation and then share it with others, so that they had the benefit of doing these exercises as, solo, maybe just downloading the template and doing it on their own, or perhaps using it in a more kind of enriched way with a bit of that recording that we talked about, giving a little bit more depth to it, so that they have a facilitator who's narrating them through the experience. I thought that would be a cool idea to try, and I wanted to show you that Miro is also great for just experimenting like this in this way. So I'm going to try to use and leverage the features of Miro to make this experience, this presentation that we've already created, a little bit more interactive. Okay, great. So I'll just kind of zoom out a little bit and show you that she's already created a lot of really beautiful, evocative frames where, as we zoom in, there's places for people to practice. There's places for people to learn and watch like GIFs and tutorials and short videos that teaches them how to use those skills. And then takes them through some like different options and different stuff like that. So I am curious. Вот это очень важная вещь, которую я тоже интуитивно дошел. Смотрите, у них стилистически отделены фреймы для информации, то есть, по сути, слайды. И то, что он показал, белые слайды, белые формы для практик. Лучше цветом выделять, это очень круто получается. Or perhaps we're in a group and we're doing it live, we have an interactive surface to use, so that when we're going through the content and we're going through all of this material, we can leave feedback, have a brainstorm, make a quick tweak, add ideas without leaving this single canvas. So first step is I'm going to go to my little organization toolbar, the sidebar here on the lower left-hand corner, and I'm going to pop it open to make sure В левом нижнем углу меню организации слайдов. Gently scroll through and show you that when Miro sees frames on the board, it's Каждый going to фрейм treat them это as slides слайд. in this case. And so they see it as different presentation slides that are in Да. order, based on how I've created them. And if they were a little out of order, like say for example, they were a Почему little не bit ведется kind of, запись именно этого выступления? У меня только одно объяснение. Это уже предзаписанная история. Organize to make sure that the structure on the board, you can see right here, matches the order of the presentation. Офигенная кнопка. Очень здорово, что ее добавили. Magic Organize выстраивает слайды внутри презентации в последовательности, как они на доске, то есть синхронизуют. To kind of spin me through the presentation. I can also use the arrows on my keyboard. Она перешла сейчас не в чистую мод презентации, а она в фасилитационном моде. So really quite handy to be able to build these frames that people could use individually and intentionally that way, and then also build this entire presentation that people could use as well. So just click stop, kind of leave that space and zoom back out. And I think what I'd like to try is use that talk track feature, do a recording of this board, so that I can see if I were to share that board recording with a customer perhaps, would that be an effective or interesting way that they can interact with this content as well, have the benefit of someone facilitating them through it so that they could pause, stop, and then interact with it. So I'm going to go again up to that facilitator toolbar. I'm going to drop down, open the more apps feature and click on board recording. И board and if recorder, you haven't added a board recording yet, it'll let you know that you can. So we're going to go ahead and add a talk track right now. It's going to ask me for my video and audio input. And then when I start recording, I can show the board and kind of take them through the content right now. Отлично. We'll get a countdown, really helpful. Ну, то есть это презентация новой функции, ребят, похоже. Great, so you'll watch along with me. Hi there. Thanks for clicking open this presentation. My name is Jennifer, and I'm going to take you through a couple of slides so that you can learn how to use this exercise on your own. В общем, Miro убивает Zoom. Прямо сейчас, прямо у нас на глазах Miro убивает Zoom, ребят. So how you're going to use this board is that you're going to navigate to each frame to learn about different Miro skills that will help you build a presentation effectively. You can also play videos and follow prompts to complete activities.
And then you can click the arrow inside this box to help you move quickly from frame to frame if you want to jump around to different spots as well. But I'm just going to take you through it this way. Okay? I'm going to zoom down here. So the first topic that we're going to cover is building and customizing presentations, which include all of these skills. So if you already have some of these or would like to develop others, this is where you should focus your attention. To build effective presentations in Miro, you need to know how to use frames, incorporate shapes, add and format text. Вообще не важно, что она сейчас там говорит, ребята. Важно, что она делает. Она записывает это все. Видеозапись, понимаете? Видеозапись. Очень интересно, какой будет объем хранилища на одну лицензию. Сколько? Рекординг с бета. Добро пожаловать в новый мир. Добро пожаловать в новый мир. It will allow them to have the experience as if they were there, right there alongside with me, following along this presentation with a live facilitator. So I would just copy that link, copy to my clipboard, and then send it out to anyone to get their feedback. Okay, great. So I'm going to go ahead and head back to my Work Hub board and kind of scroll on down because we're nearly out of time. And I'm so sad to hear that because I just so enjoyed connecting with you all today and showing you a little bit more about how my day. Я уверен, что завтра Ворон будет про это говорить. Иначе это будет очень странно. I pretty much do all of it inside of Miro. And if you're looking to build your confidence in your skills and feel really good about using Miro in more than maybe just a couple of ways that you're doing now or upgrade from what you've been doing so far, head to the Miro Academy. This is a great place for you to continue your learning journey. So if you haven't yet, attend one of our webinars, take one of our courses, earn some of our badges, and just get connected with us because we'd love to help you learn more about how to operate the board, learn more about what problems you're trying to solve and what you're trying to accomplish, and give you some additional skills along the way. Our Help Center is a really great place too for you to check out with really great documentation about all the details you need, all of our features, any questions that you have, great place to get that support. Our community is where you can connect with like-minded Miro enthusiasts, especially all of the ones you see today, both managing distributed and part of distributed. Such a great place for us to connect as a community, and you'll find a lot of great resources and support there. And then, of course, don't forget to explore our Ресурсы, конечно, там Мироверс, Миркомьюнити, Мироблог, Changelog. Везде нужно быть подписанным, если хочешь быть прям на волне. Но в целом, как бы, help-центр тебе точно нужен. Да все нужно, на права. Все здесь есть, все здесь есть. Это офигеть. Срочно в номер. Sessions. Let us know, what was your favorite tip or something that you learned today? Let us know in the chat because we'd love to hear and get your feedback. And with that, I just want to say thanks again, and we hope to see you at our next one. Божественно. Спасибо, Дженни. Вот так вот зашел и офигел. Зашел, офигел. Так. Надо собраться, надо понять. О, 70-й Colts. Давайте перейдем сюда. Мы же хотели. Да, у нас тут пока будет 70-е. Yes. Hello, everyone. My name is Lisette Sutherland. I'm the Director of Collaboration Superpowers, and I wanted to talk with you today about hybrid working so that if you decide to go back to the office, that you don't go backwards in time. What we know is that some of us really want to go back to the office and some of us really don't. But what everyone seems to want is the ability to choose. So we see that the future of work is hybrid, but it's not because people are particularly excited about remote or hybrid. What we all really love is our freedom. We want, as individuals, the ability to design our days around the things that we love and are in ways that are most productive for us. And as companies, we need to decide how remote or hybrid that we want to be. У меня вот нет гринскрина, у нее есть. Most companies sit somewhere on this scale of hybrid working where we have some companies requiring people to come back to the office 100% of the time. Others requiring mandates a couple of days a week, per month, or per quarter.
In other cases, the team can decide when and where they want to work. And in other cases, people are getting rid of offices completely and going 100% remote. And there's no one right way. It's just important to know where you exist on the scale, because you'll need to design the Надеюсь, systems and YouTube все-таки processes сделает in order to автосубтитры. make that system work. So what we're really going from is the old mindset of office first, where the office is the primary place that we go to get our work done. And we're moving to the new way of working, which is remote first, where the office becomes one of many places that we go to get our work done. And to start us on this conversation, I wanted to take us on a tour of offices over time. And this is a very generalized view of offices over time, just to highlight how things are changing as we move from the physical world to the virtual world. And I want to start us out in the 1970s. Here, open offices were very popular, and you can see that they're modular so that things could be easily moved around. We were physically showing what our schedules were on calendars on the wall, or some of you may remember punch cards where you would punch in and punch out at certain times. Then came the 80s and the proliferation of the cubicle. And before email, there used to be these interdepartmental mails, even after email, actually, where you would print out a memo and then put it in the envelope. And when you read it, you signed it, and then you would give it to the next person, usually in one of these sort of cubbies or mailboxes. And just to prove that I was there, this is my actual cubicle in the 1990s. I was working in the Bay Area in California. And what I remember about this time that's so different from today is that in this era, we had a central secretary who would take all the calls for the company and then route them to individual desks and individual cubicles. So there was a lot of leaving voicemail and fax machines in those days, but I just wanted to prove that I was actually there. And then we get to the 2000s, and the open office plan makes a comeback. And in fact, even to this day, about 80% of offices in the US are the open office plan. So going to the 2010s, and we start to see the influence of cool and hip tech companies coming onto the market and trying to attract a younger, hipper generation. And offices become more colorful and cool. And now we really need to ask ourselves, as we move from the physical to the virtual world, what is the office for? And what are some of the things that change? One thing that we know is that we need more documentation, right? It becomes inherently a more documentation culture. Excuse me. We also need to create faster feedback loops that happen on a continuous basis, and hopefully 360 degrees, so it's peer-to-peer feedback. Because we have more documentation, but because of the nature of how we work, our information architecture needs to be organized so that it's easy to get information or put information into a central repository somewhere. And of course, we need to master new forms of communication. And because we are here at the Miro Distributed Conference, I wanted to just mention the importance of whiteboards in this new way of communicating with each other. Often, remote teams talk in text and in words, and it can be very useful to talk in pictures sometimes. So virtual whiteboards offer a great way for people to be able to visualize their work together and to sketch out ideas and draw things with each other. I've actually got a Miro landing page for my company. It's miro.com/superpowers, and you can go check out some of the icebreaker activities that we have and some of my personal favorite Miro board templates that are there, just so you can see what a Miro board can do for you. But I do really encourage people to visualize things more. This can be very useful across cultures and across languages, that we talk in pictures more often.
All right, so there are a number of other types of changes that happen on all levels of the organization. On the individual level, what we know is that during the pandemic, productivity was not the issue. We were just as productive online as we were in person. But what really was the issue Я was молчу, потому что burnout. доклад интересный, извините. Blending the work and life, especially when we were locked in our homes, really had a consequence, and people recognized that there is difficulty in doing it because there's a lot of self-boundaries that we have to place on ourselves. In Cal Newport's book, Deep Work, he mentions that we need to be both on and off. So when we're on, really be on and focused. And when we're off, really be off and giving our brains a break. So no more checking email at like 8 o'clock at night, and then 2 hours later, we're still doing our emails, right? So this on versus off is actually surprisingly difficult for everybody. And the other thing that people are saying is that we want more personal connections, but we don't want more meetings. We are zoomed out. So how do we build those connections in this multimodal hybrid world that we're in? And it turns out that the answer is not simple, but one of the things I like to say is that connection happens when we pay attention to each other. So we need to find points of connection and ways of connecting with each other and being proactive about that. All right. On the team level, some of the biggest changes that we need to consider is that we are in this, what I call a multimodal environment, right? We've got co-located versus distributed. We've got synchronous versus asynchronous work. And as a team, Матрица 2 на 2. Ну, отлично, просто. Если что-то можешь изобразить в матрице 2 на 2, будешь править миром. The other thing that happens when we start to go more remote first. Не-не-не-не-не-не, Лизет, вернись. Лизет. На самом интересном месте просто. That we go from being time-oriented to results-oriented, which sounds very easy to say, but in practice is very difficult to implement, right? We used to pay people from 9 to 5, for example, but now we pay people based on their results and their value, because when we're remote first, we can't see what people are doing, right? So we have to measure them in a different way. So those are some of the biggest changes on a team. And of course, some of the biggest changes for leaders comes in the way that we lead. Now, I really believe that the role of a leader is to set the goals and make abundantly clear what success looks like, and then get out of the way so that our team can take us there, and that our main focus should be removing the roadblocks for our team. And in person, leaders can inspire with their charisma and their personalities, right? Like, come on, team, follow me. I know what I'm doing. On person, those personalities falls a little flat. And what, people really want from their leaders is a clear definition of success and more transparency into how our work fits into the bigger system. So as a leader, we want to focus on autonomy and transparency. Those are things that have come up over the ages. And what we're seeing in this hybrid world is we need our leaders to lead by example. So not one set of rules for the workers and another set for the leaders, but rather everybody behaving under the same rules. So I want to give a couple of tips for navigating this hybrid working environment. And I want to point out that all of these tips are not coming from me, but rather the over 300 interviews now that I've done on the Collaboration Superpowers podcast. And you can get all of those interviews for free in YouTube or podcast form, and of course for low cost in the Work Так, Together это Anywhere все book. получается? But what I wanted to show was that in this hybrid work environment, we want to, in general, just modify how we communicate with each other. We need to really define normal behavior and then explore some new ways of being present with each other. So let's start with, how do we modify how we communicate with each other? Now, I early mentioned we want to be more visual with our work, and that is definitely true. One of the things that's happened over time is that email and instant messaging have become the primary ways that we communicate with each other, right?
back and forth messaging is almost like a virtual office. It's how we know our colleagues are around and how work is getting done. In a recent study by GitLab and Catalog, they were saying that on average, the number of work applications sending us notifications is about 6. Depending on where you are, if you're in the US, it's higher, and in the UK a little lower, but now on average it's 6 applications, right? So now we're not just playing ping pong on one table, we're playing ping pong on 6 different tables. And the problem, I think actually one more statistic was that we check our inboxes about once every 6 minutes on average, and our instant messaging systems about once per minute, right? So this back and forth communication, most of us are knowledge workers, and we need time for focused, concentrated work. And this constant Клевый back слайд. and forth between our inboxes and our work and our Slack and our work is not giving us the kind of focused time that most of us need. There's even a term for this. Cal Newport, in his latest book, A World Without Email, calls this back and forth phenomenon the hyperactive hive mind. And not only is it bad for not having focused, concentrated work, but it's also exhausting us. This constant multitasking, right, is just not how our brains were built. And most of us are feeling pretty toasted at the end of a workday. And it's not just because we've been working hard, but it's also because of this back and forth multitasking. So one of the ways that we change how we communicate with each other is by changing how the work flows through our organization. And it's a kind of an abstract concept, so I can make it a little bit more concrete with a story, which is a small team had about 5 people on the team, and they had 25 different projects. So they were a design firm, and they had 25 different projects, and they were just constantly emailing back and forth. When they learned about the hyperactive hive mind, they actually created a Trello board and added all their projects on the Trello board as a dashboard, and then updated things in real time. So they no longer needed to email each other back and forth, right? They had this dashboard that they could refer to if anybody had any questions about the project. So that was one way that people reduced the hyperactive hive mind. Another way is that we might want to, one thing that Cal recommends is creating swarm times. So you would agree to swarm in the morning and swarm in the afternoon. And then in between, the expected response time goes way down. So, there's various solutions. It really depends on the company. But what we know is that it's impossible to try to keep up. Right, we're already playing ping pong on 6 different tables, and we've got our filters and our flags and our, rules and all of these things. It's going to be impossible. We need to change how we work by changing how the work flows through our organization. It's very personal how that works, but what we do know in general about workflows is that a good workflow makes it easy to review who is working on what and how it's Вот это going. интересно, это ключевая такая истина. Я думаю, что мужик с книжкой в соседнем зале приблизительно об этом же сейчас говорит. Его мы посмотрим в записи. That's always just a good place to start. Now, it's just not just emails, though. It's also meetings. So in general, what we want with meetings is we want to reduce the number of meetings that we need and at the same time improve the ones that we're having. I've seen some really creative techniques for reducing the number of meetings that we need, and I wanted to share those with you. One of them is a meeting fast. So this is like a food fast. You take all food out of your system for 24 or 48 hours, and then you slowly reintroduce things back into the body. So the meeting fast is you would, for example, take all meetings out of the calendar next week and then slowly reintroduce the ones that you really missed. One person that I saw created an energy calendar, and he rated all of his meetings by color. Red indicates that meetings took energy from him. Yellow was that it was either way, and green was that it gave him energy. And then he did something about the red meetings. Other teams are doing meeting audits or ratings after meetings to decide, was this something that was useful? Did we get what we came for? Are there ways that we can improve? That's great. In other cases, we can record meetings. Not everybody needs to be at every single meeting. My own team, I do
weekly business coaching with my business coach, and my team doesn't need to be there, but they do want to know what's going on and why I'm making the decisions that I do. So we record those meetings, and then they can watch them on their own time, probably on double or triple speed, right? But they just get the gist, and that's exactly what they need. One company decided that they were going to have a no meeting policy. If you wanted to have one, you had to convince people to join. Another great, interesting way of doing it. And some companies are replacing their all hands meetings, or maybe not replacing, but in addition to having a company podcast that just highlights what's happening in different areas of the company. So just an internal company podcast, for example. So a number of different ways that we can take meetings out of the calendar. And I think we all know of some ways that we can improve meetings. In general, I think Atlassian came out with a study that says if you want people to rate your meeting to be good, Неожиданная all it рекомендация needs про is подкаст, a если clear честно. purpose, an agenda, and to start and end on time. That's it. So the bar is low, right? If we just have these three things, we can improve our meetings. So I'll stop there because I want to get on to defining normal behavior before I run out of time, and just to show some interesting developments on that front. And the first one is sort of the arrival of the personal user manual. I think a lot of introspection happened during the pandemic, and people were recognizing and thinking about what they needed in order to be productive. And one of the ways that it becomes useful on a team is Я вспомнил, у нее есть what are some of the доклад про это с important things they need прошлого to know about выступления, с working with you. прошлогоднего. So in personal user manuals, like И the доска one you can see, I've на got my Мироверсе languages, тоже I've есть got об my этом. time zone and working hours. I've got some communication preferences and some of my Представьте quirks, себе, это things как like I'm a инструкция really slow по writer and I don't like telephone calls, but love эксплуатации video вас. calls. So, important things that you would want to know about working with me. So personal user manuals have become an interesting way of expressing what one is like on a virtual team. And in the way that it builds into team building is it's helping us find points of connection. So for instance, before getting on a call with somebody, you might look at their user manual and see maybe there are things you have in common, like, oh, you're also a skier or a sewer or a runner or, a chef, all things that we can use to connect with each other. However, it is not just about how we work and how we want to be worked with. We need to find ways of working together and aligning as a team. We don't want to be in this hybrid world. We don't want to be out of sight, out of sync. So the ways that I'm seeing teams doing this is, like I said in the beginning, becoming more of a documentation culture and creating team agreements for how to work together. In essence, we're just finding a method to define what is normal behavior for our team. I've got on my website on collaborationsuperpowers.com/superkit, you can download some of my team agreement templates there. This is a canvas that I use with my teams that just outlines the team values, the information we need to share, how we are То есть going такой to communicate документ with each other, and how командного we know what each согласия, other в are котором doing. вы And since the определяете, pandemic, I've added this какое поведение well-being считается row that talks нормой. about well-being, which В is, формате how do we take care of ourselves видим наши and each other ценности, as a team, информации, коммуникации, because it became such an совместная important point of работа conversation. и Now, there's many different благополучие, styles, and well-being. there's no one right way of creating a team agreement. The other resources that I would point you to is the GitLab handbook. They are Насколько я помню, у нее про это тоже есть доска в Мироверсе. Надо проверить завтра. Their handbook. So definitely check that out. And if you want to create a template or a team agreement with your team, check out our templates on the website. All right, so the last thing that I wanted to touch on was the idea that we needed to explore some new ways of being present with each other. And for that, technology always comes to the rescue. Now, before I show you some of the tools, I wanted to just mention that I'm not affiliated with any tools. I'm just a fan, and I love showing off the new technology, and I just like to see where the market is headed. So I just want to show off some of those things and to show that being face-to-face we can be e-face to e-face in some new ways. What we learned and what we've known for years, actually, but the pandemic really highlighted, is that high-performing teams are not based on physical presence, at least not based on physical presence alone. So it is possible to be a high-performing remote team.
And what we're really trying to do is trying to create social presence with our teams, right? Where it feels like people are around. And we can do that in some surprisingly new ways. One way is, of course, through virtual whiteboards like Miro, right? That is a space that we can be in together. Another are headquarters, like instead of a physical headquarters, we go to a virtual headquarters. So this is what it sounds like. It's an office that you go to online in your browser. Each one of these individual rooms is a room, and there are people that can be in the room. Now you can only see and hear the people that are in the room with you, but you can see where everybody else is on the virtual floor. Раньше не слышал про этот ресурс, тоже надо будет попробовать. Как будто такая вариация на тему спотел чата. Telepresence robots have been around for a while, and it's starting to see its use now as teams are going more hybrid. So these are basically drivable robots that you can beam into, just like on Zoom. This office here is Suitable Technologies. They've got 50% of their workforce in the flesh and 50% that beam in every day via robot. There are, of course, teams experimenting with virtual reality and meeting software in virtual reality. This is Meet in VR. Within minutes of putting on your Oculus Quest, you could be sitting in a meeting room with your colleagues floating above Earth. Марк Цукерберг одобряет. And then let's not forget about holograms. Holograms are right around the corner. We've been playing with the technology for ages, and I just believe that as the bandwidth and the costs come down, that we'll be playing with holograms more in the future. All ways of just showing some incredible forms of presence. And just to explain this picture, this here is using the Microsoft HoloLens technology of video. If you just Google Microsoft HoloLens, it's easily findable. But she is a hologram on stage in Japanese in real time. Absolutely amazing what is possible. In any case, to wrap up, what we know is that the future of work is choice. Choice for the individual to work when and where we're most productive, and choice for companies to decide how remote or hybrid that we want to be. And really, it's in everybody's interest to make it work. We can all benefit from being more remote first, regardless of where we are on that landscape of hybrid working, because there will always be reasons that people can't make it to the office, whether it is sick children at home or bad transportation or bad weather, right? I never in the past would have guessed a pandemic, but things do come up in life. So when we get it right, the payoff is huge. We as individuals get the freedom to work when and where we're most productive, and it opens up a whole new way of living, right? And our companies get a stronger and more connected workforce that is not dependent on location. And really the way that we do that is just by modifying how we communicate, defining normal behavior, and exploring some new ways of being present with each other. So if you do go back to the office, I hope that you don't go backwards in time. Thank you so much for being here today and for giving me your attention. I really appreciate it, and I will see you online. Очень приятный доклад. Очень понятный, очень доступный. Несколько фишек прям себе взял, посмотреть, поизучать, поресерчить, как говорят. Как я не люблю, когда так говорят. Надеюсь, что все это было вам прекрасно видно. Join us on stage. Join us on stage. Sessions. Что у нас тут по сессиону? Слушайте, опять же, вот я прям бью в точки. Было самое большое количество людей. То есть не одному мне так было интересно, а всем было в большей степени так интересно. То есть вопросы расовой неравенства и вопросы diversity, в общем-то, оказались в 2 и в 3 раза ниже по популярности, в общем, да, и что, нас на стейдж вообще собирают? Господи, неужели мы здесь как-то выжили
Не думал, если честно, что дотяну вот до этого блока. Miro Reels можно на 3 минутки сходить, посмотреть, что здесь у нас происходит. Да, видите, их по кругу просто гонят. Какие-то предзаписанные штуки. Мы ровно вот на этом подключались к Тиму Хербигу. Вернемся на общий стейдж. Надо что-то немножко передохнуть. В общем-то, неожиданно обнаружили классную штуку, анонс. Даже вот сейчас хочется пойти в changelog мировский, да, и посмотреть. Давайте так и сделаем. А вдруг там уже есть анонсик? А вдруг там есть запись на какой-нибудь бета-тест? Потому что в прошлом году я так вырвал место на бета-тестирование по феноменальной просто смарт-митинг. Так, смотрим. What's new? CPO. Вот как раз. Говорят, завтра Варун Пармар. Приходи. Давайте open changelog. И прям вот запишем. Давайте рекординг. Что ты мне скажешь? Если здесь что-то... Ничего нет. Слайд-шоу. Powerback. Да не было этого. Ну просто я не мог это упустить. Там тем более стоит статус бета-тест. Ну, если просто бета-тест я пропустил, это обидно. Всем нам обидно, если мы такой бета-тест пропустили. Конечно же. Но если мы его не пропустили, а он, скорее всего, будет завтра, ребята, возможно, это бомба. Просто бомба. Ну что там? А что у нас последний будет? Панельная дискуссия? Ну-ка, давайте join now. Нет, панельку я, наверное, уже не вынесу. Multi-generational design firm about how they collaborated to teach under-resourced youth about career opportunities in design. To do so, they partnered with Cynthia Valentine and the Explorers program from My Block, My Hood, My City, a local nonprofit that seeks to expand the youth of horizons of Chicago students. The Chipman Design team created a workshop that taught students the principles of interior architecture using a hands-on learning approach that had the students leverage Miro to create a concept and design for their very own restaurant. Let's take a look at their story. Смотрите, ну 1500 все равно осталось до конца. My name is Cynthia Valentine. I manage the Explorers program at My Block, My Hood, My City. My Block, My Hood, My City is a social impact organization in the city of Chicago with a mission to inspire youth, empower communities to build a better world, one block at a time. The Explorers program at My Block, My Hood, My City aims to expose young people from the south and west side of Chicago primarily to the city. This programming is really important понятно. Это про социальную составляющую будет блок. Про благотворительность, видимо, и вот это все. Очень хорошая нота, чтобы на ней закончить. И тут уже посерьезнее, покрасивше снято будет все. And Chipman Design Architecture reached out to us to host our explorers. Empathy and investing in people is one of our key values at Chipman. And I've always been really inspired by the work that Jamal Cole is doing at My Block, My Hood, My City. So we reached out to them to understand more about their amazing Explorers program and how we could become a part of that. A lot of our young people have never really been beyond their block or their community. So the work that we do, we hope really exposes our young people to a bigger world and to so many more opportunities. Chipman Design Architecture, we are a full-service architecture and design firm based in Chicago, but working nationally with retail, restaurant, and hospitality clients.
Хочется пошутить, но меня забанят. Is a more diverse, equitable, and inclusive future for architecture and design. When we are designing for all, when we are creating a more equitable physical environment, everyone will prosper, and it's going to be a brighter future for all of us. With architecture and design, there's a lot of complicated 3D softwares that we have to use. So how do we bring architecture and design, floor plans, mood boards into the classroom in a way that is accessible, engaging, easy to use, and there weren't any kind of extra software that needed to be downloaded to the students' computers? Miro as a platform allows the students at My Block, My Hood, My City to be able to collaborate, to design, to present in real time. It is an intuitive means of connecting people visually in the same sphere of thought, so you're working in a canvas that's applying your Я думал, он ничего не скажет так до конца. greater coordination, ideation, collaboration, all these elements that can bring you closer to the thought of another. The Chipman design architecture exploration took place during the pandemic, during a time where physical connection was very limited, right, and pretty non-existent. And so being able to project our host into the space, to be able to connect with our young people was really important. And they actually were able to see one another. Every group had someone from Chipman design architecture within their board to learn how to use the platform and be able to create their designs. Their hands-on activity was to create a mood board and design their own restaurants. We talked about creating a floor plan for a restaurant, and we had to do a quick introduction as to what's important. In architecture and design, you start with the concept, you want to develop the look Концепты and feel, собирают and then you can Miro, start to да. lay out the space. For My Красиво. Block, My Hood, My City, we had multiple frames serving multiple functions for each subgroup. We had one section that was dedicated to mood imagery, another that was dedicated to space planning on the floor plan. Now we wanted the students to really feel empowered to hop back and forth, to experience, oh, I like this inspiration image, I want to use this in the, arrange this banquette this certain way, or this table layout really matches this picture of this beautiful restaurant. They looked at the existing images that we had pulled and determined what their restaurant looked and felt like. Ну, то есть спроектировано это было в другой программе, а на Miro это как бы выложено все-таки. Потому что... And then equally important to creating the design, we had each of the students get up in front of the screen and present Или я не прав? their restaurant to the rest of the class. And I think that was really an exciting point, was seeing how engaged the Как он students were внимательно and на how нее much they смотрит. wanted to show what they had created Да, in just 20 да. short minutes. From there, Да. we then put together a floor plan, and they're able to lay out their Искренне scene, желаю as well каждому as найти такого человека, really important parts of the restaurant they might not который think about. будет на вас Where do the смотреть trash так же, cans как go? How do Кей. people go through the restaurant in a way that is safe and is taking into consideration accessibility? And so all of these things were able to be accomplished И говорить о in a вас short 90 minutes. так же вдохновленно, как она. I think that something interesting that comes out of workshops is also preparing the participants to present makes them more invested in the work that they're producing, and I think gets people more excited to showcase what they've built together. It's been such a delight to be able to В общем, develop these можно workshops, как-то, to наверное, use Miro какие-то as итоги подводить уже, в принципе. to really create an exciting environment for these Я students to думаю, learn. так можно сказать. It gives that flexibility Начинали практически за упокой. show how exciting architecture and design Как бы is, and текст to really писал inspire точно that капитан next очевидность. Но прям были мощные пункты в первом дне. Затащили интерактивы. Завтра интерактивов будет больше, поэтому
В большом ожидании. Надо понять и разобраться с функцией рекординга. Как туда попасть? Бета-тестирование очень хочется. Неожиданно. Это было неожиданно и очень круто. Кристофер Стоун тоже неожиданно, что поделился прям вот своим четким алгоритмом. It's so inspiring to see the work you all are doing to achieve a more diverse, equitable, and inclusive future for architecture and design. And how you're able to use Miro not only to facilitate the workshop for these students, but also empower the students to bring their visions How to many life. non-profits and non-government organizations are there? And thank you to Cynthia and everyone at my blog, my hood, my city, for also participating in this session and for the work you're doing in your communities. Next, we're zooming out to a problem that affects us all, no matter where in the world we are. Climate change is one of the defining challenges of our time, and many approaches are being explored to mitigate its most drastic effects. Today, we're going to learn about one such approach, conserving some of the most critical forests in the world to use the carbon storage. Упс. Немножко перешли сюда. Они совместно с Miro делают, потому что... Почему это сейчас здесь рассказываю? Потому что у Miro есть специальная программа для вот таких благотворительных вещей. То есть они предоставляют лицензии уровня бизнес, если ты занимаешься благотворительностью, ну, for free, то есть бесплатно. То же самое и education, образование, если необходимо. Conservation International, and I focus on carbon markets and climate change. The kinds of projects we want to do are these nature-based projects. Я не могу прям, меня оглушает этот уровень. We want to ensure that places that have been degraded and destroyed are Здесь я, пожалуй, replanted. подниму, если хотите. And the impact that we're creating, the lives that we're improving on the ground, the biodiversity that we're helping to make more resilient. The impact is really at the core of why we do what we do. Conservation International is Уже немножко тяжело, наверное, будем сейчас мы заканчивать. Прям приканчивать. А то, что вас мучить? И себя тоже. В принципе, я думаю, даже мы эту часть можем обрезать когда-нибудь, но не сегодня. В общем, то первый день удался. Удался он благодаря Кристоферу Стоуну. Удался он благодаря Лизет с ее темой про 70-е, по-моему, тоже классно. И удался он благодаря нашей Дженни, позитивчику из Академии Miro, которая спалила нам крутую бета-функцию. Будем ее попытаться выдернуть, записаться, тестить, использовать. И, кажется, у Zoom появляется мощнейший конкурент. Я не верил, что в этом году они пойдут в эту тему. Но, кажется, пойдут. Кажется, пойдут. А значит, может быть, на поле фигмы все-таки не выйдут. Ну, вот, а может и туда успеют. И вот прям вот такой сделать швейцарский нож на все времена, на все просто позиции, на все деньги. Потрясающая история. Вопрос остается такой, сколько будет у нас, сколько у нас будет объем для записи и можно ли будет скачивать. Можно ли будет скачивать. В общем, я думаю, на этом все.
с учетом разгона мы были без малого 5 часов. Обязательно проставлю тайм-коды, но уже немного позже. Спасибо, ребята, кто подключался. Спасибо вам, что посмотрели этот репортаж, можно так сказать. Какие-то комментарии, скорее. В общем, увидимся. Увидимся с вами завтра. Не опаздывайте, потому что начнет Ворон. И Ворон зажжет, я уверен в этом. Так что до встречи, друзья. И, наверное, на этой правильной ноте хочется сказать, что любите мир, который вокруг вас, любите людей, которые вокруг вас. Не забывайте о них. Желаю каждому из вас безграничного